Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы вас рады приветствовать на очередном мероприятии Мафун Академии, на очередном занятии курса по истории финно-угорских народов России в XX веке, который называется «Финно-угры России в XX веке. Язык, права человека, власть». Мы сегодня проводим вторую лекцию по обзору изменений в демографии финно-угорских народов во второй половине XX века. Наш лектор Александр Юрьевич Орлов, кандидат географических наук, демограф, автор нескольких монографий о демографии разных этнических групп Российской Федерации, в том числе по демографии этносов Волго-Уральского региона. По сути, это вторая часть лекции. Сегодня, насколько я понимаю, основной упор будет сделан на тематику идентификационного движения, то есть на вопрос о том, что происходит с финно-уграми в части смены ими их идентичности или смены идентичности их потомками. И это, пожалуй, наиболее такой острый и болезненный вопрос для нас, представителей финно-угорских народов, потому что в каком-то смысле это движение нивелирует те процессы более высокой рождаемости даже, которые есть у нас. Ну, а подробнее обо всем этом скажет сам Александр Юрьевич. Естественно, более фундированно. Я лишь такое делаю для вас введение, чтобы вы понимали, что мы сегодня будем обсуждать. Так что спасибо еще раз всем, кто сегодня к нам присоединился. И давайте тогда работать. И я предоставляю слово Александру Юрьевичу Орлову. Пожалуйста. Да, спасибо, Артем. Здравствуйте, дорогие коллеги. Большую часть вступительного слова Артем уже сказал. Я тоже хотел напомнить, о чем была речь на прошлой лекции. Напомню также, что исследование наше носило географический характер, и, в принципе, объект исследования не столько этносы, сколько Российская Федерация как таковая и ее этническая структура населения. А в более узком смысле предмет исследования уже финно-угорские народы в контексте как раз этнодемографической ситуации в России. На прошлой лекции, как сказал уже Артем, мы рассматривали основные демографические процессы, а их, как правило, три. Это рождаемость, это смертность, это миграция. Это то, что меняет численность населения, которая фиксируется статистикой. А поскольку мы, кстати, ведем речь от демографии, а не от, так скажем, гуманитарных наук, то здесь все основано на статистике. Вот. Как правило, этими тремя процессами демографическое исследование и заканчивается. Ну, плюс там, конечно, разбор факторов, что на что повлияло, да. Но у нас с вами предмет исследования этнодемография, а этнодемографические исследования предполагают включение в состав основных изучаемых процессов, помимо, вот, собственно, демографических, которые мы уже рассмотрели, естественно, механического движения, еще и те, которые в научной традиции всегда рассматривались гуманитарными дисциплинами, то есть этнологией, культурологией, психологией и другими. То есть здесь речь идет вот о процессах смены этнической идентичности. Поскольку мы от демографии ведем речь, то это процесс смены этнической идентичности, который зафиксирован статистикой. Базируясь в основном на национальности родителей, представлении о единстве в языке, культуре, историческом прошлом и территории, этническая идентичность, она не влияет на общую численность населения региона или страны, вот какой территории мы взяли в данном случае, Российская Федерация. Но при изучении этнической дифференциации, о чем речь идет, переток из одних этнических групп в другие выходит на первый план наряду с рождаемостью, смертностью и миграцией. Процессы ассимиляции и диссимиляции характерны для населения российского государства, как и любой другой полиэтничной территории. При этом особенности идентификационного движения населения различаются по регионам мира и обусловлены большим количеством факторов, прежде всего истории развития государства.
Колонизацию регионов России за пределами русского этнического ядра следует относить к континентальному типу, когда в орбиту хозяйственной и государственной деятельности последовательно вовлекались культурно близкие народы, проживающие на сопредельных территориях. Эта последовательность обусловила непрерывную цепь переходящих друг в друга звеньев, касающихся как хозяйственно-культурных, так и антропологических особенностей. Сейчас я вам процитирую. Цитата Николая Трубецкого, был такой граф-евразиец. Высказывание было в начале XX века. В отношении внешнего антропологического типа лица и строения тела нет никакой разницы между великорусом и мордвином. Но от мордвина опять-таки нет резкого перехода к черемису или ватику. По типу волжско-камские финны, мордва, ватики, черемисы близко сходны с волжскими тюрками, чувашами-татарами. Татарский тип также постепенно переходит к типу башкир, от которых путем таких же постепенных переходов приходим к типу монголов, калмыков и бурят. Вот это образное высказывание Николая Трубецкого, сделанное в начале XX века, как я сказал, и в настоящее время соответствует географической последовательности изменения характеристик российских народов с запада на восток. Такая ситуация предполагает в корне отличные предпосылки к ассимиляционным процессам, чем, к примеру, в бывшей Британской империи или в современных европейских мегаполисах, принимающих мигрантов из других континентов, кардинально отличающихся от европейцев. Корни этнического смешения российских этносов уходят в далекую древность, когда славянские племена, выходцы из Киевской Руси, переселявшись на новые территории, повсеместно проживали с обитавшими здесь финно-уграми, тюрками и другими народами, взаимно обогащая, воспринимая многое из материальной, духовной культуры друг друга. Этот исторический пример показывает, что на большей части территории страны изначально проживает генетически смешанное население без контрастных культурных различий, что облегчает возможность смены идентичности. Возможно, вы слышали в данный момент презрительное прозвище русских от украинцев. Их называют мокши. То есть русские это мокши. Ну, мокши, и что, нормально все. Ладно. Мы поставим цель не столько рассчитать в абсолютном измерении потоки населения из одних этнических групп в другие, а выполнить это достоверно практически невозможно, сколько зафиксировать при помощи численных показателей сам факт существования таких процессов, а также направление и интенсивность ассимиляции этносов относительно друг друга. Первым предположением будет то, что несоответствие изменения численности населения и уровня рождаемости этносов с учетом механического прироста убыли указывает на наличие ассимиляции, а межэтнические браки выступают главным каналом этноассимиляционных процессов. Если рождаемость этноса не является критически низкой, нет миграционной убыли, но при этом наблюдается ощутимое сокращение численности населения и уровень межэтнической брачности высок, то с большой долей вероятности можно говорить о наличии ассимиляции. И наоборот, если низкая рождаемость при отсутствии весомого миграционного прироста не ведет к соответствующему сокращению этноса, то, вероятно, он принимает свои ряды пополнения за счет других народов. Вот слайд, то, что у нас, я сказал, сравнение. Эти слайды поодиночке вы уже видели. Это изменение численности населения с 2002 до 2021 года, там за 2 межпереписных периода, и итоговая рождаемость. Самое ощутимое, если брать все этносы, здесь указаны у нас только финно-угорские, но если брать все, мы говорим больше про всех, с учетом финно-угорских, самое ощутимое несоответствие между уровнем рождаемости по российским меркам не слишком низким и очень существенным сокращением численности населения наблюдается у всех финно-угорских народов, чувашей, немцев, белорусов, украинцев и евреев. На всякий случай еще раз маленькая ремарка, я уже говорил на первой лекции, когда я говорю о белорусах, украинцах, армянах, азербайджанцах, я имею в виду российские
украинцы, белорусы. То есть это не имеет в виду тех, кто проживает в Азербайджане, в Армении или на Украине. К примеру, рождаемость у коми-пермяков выше, чем у ряда северокавказских этносов, правда, выше, которые увеличили свою численность. Но при этом они, коми-пермяки, сокращаются за каждый межпереписной период. Другой пример. Карелы, имея рождаемость такую же, как у татар, практически такую же, даже, по-моему, чуть выше, если мне память не изменяет, да, чуть выше, чем у русских, сократились существенно, тогда как татары и русские, ну, они тоже сократились, только в гораздо-гораздо меньшей степени. Примерно та же ситуация, только чуть менее выраженная у остальных финно-угорских народов и чувашей. Известно, что миграционная убыль наблюдалась только у двух этносов из этой группы, у немцев и евреев. Но и у них после 2002 года она была совсем несущественной. У евреев даже зафиксировано, да и у немцев тоже даже зафиксировано обратное передвижение в Россию. А численность населения сократилась очень и очень существенно. Несмотря на то, что у евреев самая низкая рождаемость в России, она все равно не даст такого сокращения всего лишь за какой-то там межпереписной период, то есть 8 лет между 2002 и 2010 и 11 лет между 2010 и 2021. У немцев же рождаемость выше, чем у многих других народов, которые сократились меньше или даже численно выросли. Самая парадоксальная ситуация наблюдается у белорусов и особенно украинцев. Весь постсоветский период прираставших за счет миграции. Несмотря на невысокую рождаемость, она у них все же чуть выше, чем у русских. И выше, чем в средней по России. Чуть-чуть, но выше. Накануне публикации первых итогов переписи 2002 года средства массовой информации давали прогнозы, по которым численность украинцев в России должна была стремительно вырасти. И тем не менее постсоветские переписи зафиксировали сильное, ничем не прогнозируемое снижение. Несоответствие ожидаемой численности украинцев реальному положению дел в 2002 году составило 1,2 миллиона человек. Куда-то делись. Справедливости ради следует здесь добавить, что схожее сокращение русского населения зафиксировала и украинская перепись населения 2001 года. Но так как особо значимого обмена титульными народами тогда не наблюдалось, то данную ситуацию можно объяснить только процессом этнической переидентификации. При этом она может быть вызвана как этнокультурными причинами, ну то есть слияние с близкородственным численно преобладающим этносом, так и какими-то политическими соображениями. Ну, просто может быть какая-то выгодность, что ли, отнесения к государствообразующему народу. У северокавказских и сибирских народов уровень рождаемости вполне коррелирует с изменением численности населения. Их динамику вполне можно описать традиционными демографическими процессами, естественное и миграционное движение. Уровень межэтнической брачности. Уровень межэтнической брачности максимального значения достигает как раз у тех этносов, у которых выявлены демографические нелогичности. Украинцев, белорусов, немцев, евреев, карел и мордвы. Ну, здесь я на слайде отметил только финно-угорские народы. Несколько ниже он у удмуртов, чувашей, марийцев, татар, башкир, армян и азербайджанцев, однако превышает средний показатель по России. По коми и коми-пермякам данных нет, но на основе проводимых в среде этих народов этносоциологических исследований можно сделать вывод, что и у них велика доля межэтнических браков. В республике Коми она достигает 39%. Исследования, проведенные группой ученых Института социально-политических исследований РАН, выявили зависимость числа межэтнических браков от этнической однородности брачующихся. Та часть населения, которая имеет в своем происхождении со стороны предков или родителей брачные связи с другими этническими группами, вступают в иноэтнические браки в 3 раза чаще, чем те, кто 2 последующих поколения строил брачные отношения только лишь на моноэтничной основе. Таким образом, межэтническая брачность у этносов, склонных к ней, еще более нарастает, как снежный ком. Исследователи отмечали учащение межэтнических браков в Поволжье и северной части Европейской России еще в середине XX века и последующее их нарастание. В Чебоксарах и Саранске
Этнически смешанные браки составляли в 1960 году около 30% от общего числа заключаемых там браков. В Йошкар-Оле 15%. В сельской местности удельный вес межэтнических браков своего максимума достиг, около 45% достигал в Карелии и в Коми. Самый низкий уровень межэтнической брачности характерен для северокавказских и азиатских этносов, достигая самого минимума у чеченцев, что говорит о непредрасположенности этих народов к этническому смешению. По данным исследований, в советские годы даже в наиболее полиэтничном северокавказском регионе Дагестанской АССР межэтнические браки были редки и наблюдались прежде всего между коренными родственными народами, без участия русских, и не вели к ассимиляции. Ниже среднего по России доля межэтнических браков и у русских, если посмотреть. Однако здесь следует помнить, что этот показатель дан в относительном выражении, учитывать его как низкое значение не совсем корректно. В силу превышения абсолютной численности русских над численностью других народов страны вместе взятых почти в 4 раза, показатель 11,8% отражает существенное большое число в абсолютном исчислении браков. Кроме того, наличие в России значительного числа моноэтничных русских территорий, где просто нет физической возможности для межэтнических браков, не дает основания называть русских этносом, не предрасположенным к такого рода бракам. Проверить гипотезу об ассимиляционных тенденциях в среде ряда российских этносов можно при помощи предположения о том, что при ассимиляции посредством межэтнической брачности более молодых представителей ассимилируемого этноса должно быть непропорционально меньше, чем более взрослых. Показательно в этом смысле доля населения, находящихся в возрастах моложе трудоспособного, то, что вы сейчас видите перед собой у финно-угорских народов. Самая низкая, вызывающая, неестественная доля молодежи наблюдается у мордвы, немцев, карел, евреев, украинцев и белорусов. Несколько выше она у коми-пермяков, удмуртов и чувашей. Максимально соответствующая среднему по России показателю доля населения младших возрастов у русских, татар и марийцев. У всех азиатских и кавказских народов удельный вес детей ощутимо выше, достигая максимума у чеченцев. Вот посмотрите, как это, здесь приведены две полувозрастные пирамиды. Они, правда, не касаются финно-угорских народов. Для наглядности вот этой демографической нелогичности в возрастной структуре населения здесь, значит, верхняя часть – это татары, нижняя часть – это украинцы. Рождаемость практически одна и та же. Оба они получали миграционную подпитку. И по демографической логике также должны бы быть схожи. Здесь можно видеть существенное отличие. Несмотря на то, что суженный процесс воспроизводства наблюдается у обоих народов, различия, касающиеся нижней части пирамид, то есть более молодых возрастов, налицо. Если для татар характерна демографически объяснимая полувозрастная структура, близкая к общероссийской, то для украинцев объяснить видимый феномен линейного убывания численности каждой более молодой когорты традиционными демографическими процессами естественного, то есть иммиграционного движения, просто невозможно. Возрастная когорта 30-34-летних составляет 7,08% от общего числа российских украинцев, в то время как от 0 до 4-летних 1,35%. Если условно взять за период смены поколений интервал в 30 лет, то получается, что дочернее поколение замещает материнское всего на 19%. Такая полувозрастная структура является демографически противоестественной. Феномен аккумуляции населения в зрелых возрастных когортах и вот резкая, непропорциональная малая доля лиц молодых возрастов как раз отражает эффект смены этнической идентичности и наличие того, что мы с вами назвали идентификационное движение. Ну, попросту говоря, рожает коми-пермячка, а рождается русский. По мнению большинства этнологов, этнической ассимиляции предшествует ассимиляция языковая.
Из всех компонентов этнической культуры язык является наиболее очевидным признаком этноса. Если два показателя самосознания человека, этническая идентичность и родной язык, совпадают, это означает естественный ход этнокультурного развития, нормальную передачу этнической информации из поколения в поколение. Выбор в качестве родного язык другого народа означает, хоть и неоднозначно, трансформацию этничности. Следует предположить, что те народы, которые в наименьшей степени владеют языком своей национальности и в наибольшей языком большинства, окружающего большинства, более предрасположены к смене этнической идентичности. В качестве главного индикатора языковой ситуации выделяется доля лиц в населении этноса, считающим родным язык своей национальности и его динамика. Вот если давайте посмотрим на финно-угорские народы. Ну, понятно, что здесь русские 100% считают русским свой родным языком, но на самом деле не 100%, а 99 и сколько-то там сотых или десятых. Чуть-чуть все-таки есть русский, который родным является какой-то другой язык у нас в России. Вот можно видеть, что из финно-угорских народов марийцы больше всего знают родной язык. И, кстати, у марийцев и более или менее нормальная полувозрастная структура. Ну, можно считать, что из финно-угорских народов меньше всего затронуты процессами ассимиляции. Хотя все равно затронуты, безусловно. Как бы здесь удмурты, коми-пермяки находятся как бы в середине, ну, мордва тоже еще может быть, так скажем, к среднему, а карелы там видно, что вообще практически исчезают. В динамике после 1989 года отмечается возрастание доли лиц, не владеющим языком своей национальности, как языком домашнего общения. Ряд исследователей отмечают, что после непродолжительного периода подъема внимания к национальным языкам в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века у поволжских народов возникло обратное усиление роли русского языка и русской культуры. При естественном уходе более пожилого населения, владеющего языком, ему на смену не приходит столь же многочисленное поколение в силу снижающейся рождаемости. Кроме того, часть детей, рожденных в смешанных браках, усваивает русский язык, культуру и идентичность русского народа. Другая часть, идентифицируемая со своим этносом, с детства не обучается языку своего народа. Среди титульного населения максимально снизилась доля считающим язык своей национальности у карел. Представители этого этноса в домашнем использовании говорят на карельском, ну, чуть больше, вот видно, что 30%. Также, кроме карел, минимальная доля населения, считающим родным язык своей национальности, украинцев, белорусов, немцев и евреев. У евреев она не достигает и 10%, хотя здесь можно ли назвать иврит или идиш, а считались оба эти языка как родные для евреев. Родным языком для российских евреев это вопрос дискуссионный. Российские немцы также в течение нескольких столетий проживания в России в большинстве своем перешли на русский язык. А массовый отъезд в 90-е в Германию существенно снизил число немецкоговорящих. Переход на русский с украинского и белорусского предельно облегчен в силу родственности и фонетической схожести языков. Тем не менее, вне России языки указанных народов устойчивы и имеют множество носителей. А вот утрата карелами карельского языка, скорее всего, свидетельствует об его исчезновении и ассимиляции этноса. Чуть выше доля населения, использующих в быту язык своего народа, у всех остальных финно-угорских народов Поволжья и североевропейской части, также у чувашей, хакасов, армян и казахов. Большинство титульных российских народов данной группы, как и в случае с карелами, только в меньшей степени, переходя на другой язык, подвержены ассимиляционным процессам. Подтверждением данных выводов, основанных на демографической статистике, служат материалы многих полевых исследований. Тамара Герасименко, проводя этногеографическое описание полиэтничной Оренбургской области, отмечает, в немецких семьях, даже в сельской местности, язык знает лишь небольшая часть молодежи, а в смешанных семьях лишь в том случае, если немка мать или бабушка, и то не всегда. Во многих мордовских селах говорят по-русски даже в быту.
Многие чувашские семьи, а также часть татарских и башкирских не считают необходимым изучение языка. Большинство против обязательного его изучения и насаждения национальной культуры. По мнению опрошенных, проживание в России не требует знания языков, а культурная самобытность теряет свою значимость. По мнению Юрия Петровича Шабаева, материалы переписи даже занижают долю представителей финно-угорских народов, утративших свой язык, и уровень их языковой ассимиляции существенно глубже, прежде всего в городской среде. Результаты опросов свидетельствуют, что лишь очень незначительная часть городских коми-пермяков, удмуртов, карел, мордвы, марийцев в семье разговаривают на языке своего народа. В общественной и семейной сфере предпочтение практически всегда отдается русскому языку. При этом принятие региональных законов о языках мало что меняет. Большинство населения не только не считает, что все люди, проживающие в автономии, должны знать язык титульной национальности, но и выступают против введения обязательного обучения этого языка в школе. Это так писал Юрий Петрович Шабаев. Кроме, собственно, этнических различий, в языковой ассимиляции народов исследователями отмечаются еще другие виды различий. Во-первых, различия половые. Среди мужчин выше доля перешедших на другой язык, чем среди женщин. Различия по категориям населенных пунктов. Городские жители в гораздо большей степени переходят на язык большинства, чем сельские. Различия между проживающими в пределах своей этнической территории, либо живущими компактно, не в смешении, и теми, кто живет в рассредоточении в иноэтническом окружении. Первые обладают большей устойчивостью к языковой ассимиляции. Следует добавить, что реальное все-таки языковое поведение не является однозначным критерием в определении этнической ориентации и наличия ассимиляции. Утеря языка не ведет к однозначной деэтнизации. Языковая ассимиляция является как бы необходимым условием ассимиляции этнической, но еще недостаточным. На основе всех рассмотренных индикаторов соотношение рождаемости и изменения численности населения этноса, межэтнической брачности, доли детей в возрастной структуре населения и доли лиц населения этноса, считающим родным язык своей национальности, можно сделать некоторые обобщающие выводы и провести типологию этносов по интенсивности смены этнической идентичности. Первый тип – неассимилируемые этносы, включает народы Северного Кавказа, калмыков, тувинцев и якутов. Этносы данного типа увеличили численность своего населения, имеют уровень межэтнической брачности ниже среднего по России, долю детей возрастной структуры населения больше, чем средняя по России. И считают родным язык своей национальности от 90% и выше. Второй тип – незначительно ассимилируемые этносы. Включает армян, азербайджанцев, казахов, бурят, алтайцев, хакасов, татар и башкир. Народы, несущественно сократившие или чуть-чуть увеличившие численность населения, имеющие долю детей больше среднего по стране или близких к нему, несколько ниже долю лиц, владеющим языком своей национальности в качестве родного, чем у первой группы, и более высокий удельный вес межэтнических браков, чем у этносов первой группы. Третий тип – этносы с отчетливо выраженной ассимиляционной убылью. Включает марийцев, чувашей, удмуртов, коми-пермяков и мордву. Народы, подвергшиеся сокращению численности населения, имеющие высокий уровень межэтнической брачности, низкий удельный вес детей в возрастной структуре населения и долю лиц, считающих родным язык своей национальности, около половины. Четвертый тип – максимально ассимилируемые народы, чье исчезновение, растворение среди этнического большинства в последние десятилетия стало зримым феноменом. В данный тип входят евреи, немцы, украинцы, белорусы и карелы. Все эти народы сократились существенно больше, чем предыдущие. Почти больше половины браков заключается с представителями или около половины с представителями других народов, имеют крайне низкую, неестественную долю детей в возрастной структуре, а та часть населения, которая не считает родным язык своей национальности, составляет существенно больше половины.
Но помимо ассимилируемых народов закономерно должны существовать и ассимилирующие. Для многонациональной страны является естественным смешанные браки, особенно с представителями численно преобладающей нации. То, что русский этнос составляет государствообразующую основу и этническое большинство, русский язык обязателен при получении образования, профессии в государственной сфере и так далее. То есть как бы поставлено в заведомо неравное положение по сравнению с другими языками, а также традиционно служит для межэтнического общения, определяет и приоритеты в этнической самоидентификации. Даже в мононациональных семьях русская идентичность, если и не преобладает, то сосуществует наряду с родной. Исследования, проведенные Институтом социально-политических исследований ИРАН, установили, что во всех смешанных семьях, где один из родителей был русским, около 70% рожденных детей были идентифицированы как русские. Более того, полпроцента тех, кто относит себя к русскому этносу, вообще не имеют родителей русской национальности. То есть как бы наследование этнического самосознания происходит не через гены, а через социализацию в окружающую общественную среду. И поэтому существует вероятность восприятия человеком этнического самосознания народа, даже если он вообще не принадлежит к нему генетически. Таким образом, русский этнос возрастает помимо доминирующего выбора русской национальности в смешанных браках, еще и вследствие идентификации себя русским, даже если оба родителя иной национальности. Низкую рождаемость русские отчасти компенсируют за счет других народов. Невысокая доля населения младших возрастов была бы существенно ниже у русских, если бы не было идентификационного пополнения. В силу вышесказанного русских можно выделить в отдельный, пускай пятый тип, с очень низким уровнем рождаемости, неблагоприятной возрастной структурой, которые по демографической логике должны были бы сократиться значительнее, чем есть на самом деле. Вплоть до 1989 года, когда подавляющее число народов увеличило свою численность, прирост у русских был ощутимее, чем у этносов третьего и четвертого типа, а в настоящее время их убыль ниже. Все это дает основание назвать их ассимилирующим этносом. И очевидно, что вот именно то, что мы назвали идентификационное движение, идентификационный прирост, наряду с миграциями, играет существенную положительную роль в сохранении численности русского населения. Ну, здесь, конечно, следует добавить, что выделенные типы достаточно условны. Рубежи между ними размыты. В рамках одного типа этносы по выделенным характеристикам различаются, могут тяготеть либо к верхней, либо к нижней границе. Исходя из того, что у нас исследование на основе географии было проведено, помимо комплексного рассмотрения идентификационного движения среди основных этносов России, следует провести и территориальную дифференциацию по интенсивности ассимиляционных процессов. Сделать это также непросто по вышеуказанной причине отсутствия конкретных статистически отражаемых показателей. А вот косвенным показателем может служить доля этнически смешанных домохозяйств в каждом субъекте федерации. Это вычисляется, измеряется переписями населения. Очевидно, что высокая доля указывает на большую вероятность и интенсивность идентификационного движения, тогда как малая доля таких домохозяйств в общем составе, особенно в полиэтнических регионах, говорит об отсутствии или незначительной интенсивности ассимиляции. Сравнение распределения регионов России по доле полиэтничных домохозяйств с распределением по степени полиэтничности, ту карту я показывал, она была на первой лекции, выявляет здесь как сходство, так и различия. Регионами с максимальной долей полиэтничных домохозяйств и, как следствие, с высокой интенсивностью идентификационного движения является ряд национальных территорий, прежде всего финно-угорских: Карелия, Коми, Удмуртия, территории бывшего Коми-Пермяцкого округа, а также Башкирия с очень высокой долей татаро-башкирских браков. Кроме того, максимальное количество смешанных домохозяйств во всех автономных округах, притягивающих население многих национальностей в качестве рабочей силы на нефтегазовые разработки и растущие в связи с этим инфраструктурные и иные отрасли хозяйства. То есть это Ненецкий округ, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский.
Высокая степень этнических смешений в указанных республиках закономерно коррелирует, как мы уже видим, с выше отмеченной ассимилируемостью народов их населяющих. А вот полиэтничные семьи и домохозяйства нефтегазодобывающих округов с очень незначительной долей титульного населения коренных народов Севера представляют собой феномен, названный в общественных науках плавильным котлом, когда смешиваются мигранты из других частей страны и других государств. Несколько ниже, но тем не менее весома доля смешанных домохозяйств в ряде регионов, территориально примыкающих к уже вышеозначенным субъектам федерации с максимальной долей. Это Мордовия, Чувашия, Марий-Эл, Татарстан, а также полиэтничная Оренбургская область, Тюменская, если не брать округа, Магаданская область. Еще ниже указанные доли в республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Алтай, Хакасия и Саха-Якутия, а также в ряде русских регионов с заметной степенью полиэтничности. Минимальна доля межэтнических смешений, несмотря даже на высокую степень полиэтничности территорий в Дагестане, Ингушетии, Чечне, Бурятии и Тыве, где проживают неассимилируемые народы, а также в подавляющем большинстве русских моноэтнических регионов, где просто нет для этого физической возможности. Таким образом, основной зоной с высокой долей полиэтничных домохозяйств России предстает Волго-Уральский макрорегион и североевропейская часть, а также Западная Сибирь и Дальний Восток, достигая максимума в республике Коми. При движении к югу, юго-западу и юго-востоку показатель снижается и достигает минимума Чеченской Республики, самый минимум. Поскольку наличие или отсутствие предрасположенности к ассимиляции предполагает различное восприятие собственной этничности, то еще одним косвенным территориальным показателем может выступать доля населения того или иного субъекта федерации, не указавшего при переписи национальную принадлежность. С большой вероятностью можно говорить, что в тех регионах, где подавляющее большинство населения этнически идентифицирует себя при опросах, в наименьшей степени присутствует ассимиляция. И наоборот, в регионах, где ощутимая часть населения не придает значения своей этничности, будет более интенсивно проходить этническое смешение. Рассмотрение российских регионов по этому показателю подтверждает ранее сделанный вывод. У меня просто нет карты, но она очень-очень похожа была бы. Среди полиэтничных территорий высок процент не указавших свою национальность в поволжских и североевропейских республиках, исключая Татарстан, где близкие по численности русские татары довольно четко отграничивают себя, а также в автономных округах, достигая максимума в Ханты-Мансийском автономном округе. Значительно ниже указанная доля в сибирских республиках и совсем незначительно на Северном Кавказе, достигая минимума, опять же, в той же самой Чеченской Республике. Вот, собственно, что я вам хотел рассказать именно об данном этнодемографическом процессе, таком как идентификационное движение. То есть здесь просто мы поставили задачу, как бы, поскольку демография опирается именно на статистику, то есть точность, а не умствования какие. Вот здесь можно видеть вот все слайды, которые были вам продемонстрированы, как раз и указывают на такой вид движения. Следующим нашим пунктом нужно рассмотреть частные аспекты демографической структуры населения. Вот, то есть для конкретизации происходящих этнодемографических трансформаций, то есть также нужно рассмотреть некоторые аспекты социально-демографической структуры населения. Факторов вообще очень много. Все их рассмотреть совершенно невозможно, кто на что влияет. Ну, я выделил вот такие, как возрастная и брачно-семейная структура населения, а также уровень урбанизированности и уровень образования российских этносов. Возрастная структура, начнем с нее. Это наиболее важный фактор, который влияет на все, что касается изменения численности населения. С демографической точки зрения возрастная структура, с одной стороны, отражает эволюцию режима воспроизводства населения в прошлом, с другой стороны, она выступает как важный компонент
будущего демографического развития. Не имея данных о составе населения по возрастам, нельзя делать точных заключений обо всех других демографических явлениях и процессах. При фиксации этнических различий возрастной структуры важным показателем выступают процентные доли трех возрастных категорий населения: моложе трудоспособного, трудоспособного и старше трудоспособного возраста. Также в отечественной и международной практике широко используется такой качественный безразмерный показатель, как уровень старости населения. Сейчас я расскажу, что это такое, потому что именно он отражен на нашем слайде. Единой шкалы расчета этого уровня не существует. У нас использована здесь шкала, представленная учеными Центра демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, немного модернизированная с учетом современной ситуации. Модернизирована вашим покорным слугой. Здесь за основной показатель берется отношение долей когорт старше трудоспособного возраста к когортам младше трудоспособного возраста. Согласно этой шкале, понятно, что если этот уровень старости равен единице, то тогда молодежи столько же, сколько и пожилых. Молодость населения отмечается, когда такое отношение составляет 0,25. То есть население в молодых возрастах в 4 раза и больше, чем пожилых. Преддверие старости от 0,25 до 0,5. Невысокий уровень старости от 0,5 до единицы. Заметный уровень старости от единицы до 1,5. Значительный уровень старости от 1,5 до 4. Высокий уровень старости от 4 до 7,5. Крайне высокий 7,5 и более. А здесь можно как раз у финно-угорских народов посмотреть, какой уровень старости в данный момент у какого народа. Если говорить о динамике возрастной структуры, она свидетельствует о непрерывном и направленном по старении населения как России в целом, так и подавляющего числа российских народов в частности. Наиболее омоложенную возрастную структуру населения имеют северокавказские, закавказские и сибирские народы, что полностью согласуется с их относительно высокой рождаемостью и во многом коррелирует с высокой миграционной и низкой идентификационной подвижностью. Поволжские этносы, а также повсеместно расселенные восточнославянские народы, немцы и евреи, также закономерно имеют постаревшую возрастную структуру при низкой рождаемости у большинства из них. Кроме того, именно эти народы подвержены наибольшей идентификационной убыли, что понижает долю детей, даже если рождаемость высока. Здесь, если посмотреть отдельно на финно-угорские народы, то видно, что у русских близка к средней по России, чуть-чуть выше уровень старости, еще чуть-чуть выше у марийцев, не сильно отличается от русских, и дальше идет прямо повышение. Опять же, все сильно совпадает с теми типологиями, что мы с вами рассматриваем. У карел самый высокий уровень старости. Далее, брачно-семейная структура. Особое влияние на динамику этнодемографических процессов и прежде всего естественного движения имеют традиции брачно-семейных отношений в той или иной этнической среде, а также их трансформация со временем. Последние 50 лет российской истории характеризуются существенными изменениями в такого рода отношениях. В молодом возрасте браки откладываются, получают все большее распространение незарегистрированные союзы, разводы и раннее овдовение, особенно женщин в силу высокой смертности мужчин в рабочих возрастах. Все это приводит к тому, что число людей, пребывающих в зарегистрированном браке, сокращается, и в результате уменьшается суммарное время пребывания в традиционном браке с его более высокой рождаемостью, потому что рождаемость выше именно в зарегистрированном традиционном браке. Одним из трендов демографической модернизации является сокращение доли населения, состоящего в браке, а также рост числа разводов и доли населения, никогда не вступавших
в брак. В силу этого высокая доля населения, состоящего в браке, ну, либо во вдовстве, поскольку эта причина, прерывающая брачные отношения, не является осознанно запланированной, то есть как бы маркирует большую традиционность брачно-семейных отношений в том или ином этническом сообществе. К настоящему времени говорить о прекращении брачной активности и связанных с этим демографических изменений можно применительно к поколениям, рожденным в 1960-х годах и раньше. То, что и отражается у нас на слайде. Таким образом, самые высокие показатели в основной массе наблюдаются, опять же, у северокавказских и закавказских народов. Следом идут волго-уральские народы и близкие к ним по основному размещению немцы и казахи, а также повсеместно расселенные украинцы и белорусы. Затем, уже ниже, сибирские и североевропейские этносы, а также русские и евреи. Вот здесь так можно и видеть, что ниже общероссийского показателя у русских доля в браке и у североевропейских коми и карелы. Выше у поволжских народов марийцев, удмурты, мордва. На протяжении жизни рассмотренных поколений в России наблюдается устойчивая однонаправленная деформация брачно-семейных характеристик, и как у всего населения в целом, так и у каждого этноса в частности. То есть происходит снижение доли лиц, состоящих в браке, и увеличение состоящих в разводе и тех, кто никогда не вступал в брак. Вот посмотрим на слайд доля тех, кто состоит в разводе. Поколение, опять же, берем 60-х годов рождения. Картина распределения вот по этому показателю доля людей, состоящих в разводе, во многом зеркально отражает ситуацию с брачностью. Народы, имеющие высокую долю состоящих в браке, имеют низкую долю состоящих в разводе. Однако совпадение не абсолютное. Минимум разводов наблюдается у большинства северокавказских и сибирских народов. Средние позиции, как и в случае с брачностью, занимают поволжские этносы, а также большинство нетитульных народов. Максимальная доля разведенных присуща русским и евреям, двум этносам, чьи показатели ощутимо выше, чем общероссийский уровень для данного поколения. Также высок показатель у карел, украинцев, белорусов и татар. Основное несовпадение распределения народов по доле состоящих в браке и разводе касается прежде всего сибирских народов. И в первом, и во втором случае они имеют низкую долю. Следующий слайд у нас это тоже поколение, люди, которые никогда не состояли в браке. То есть в распределении этносов по доле лиц, никогда не вступавших в брак, считается, это просто берется доля тех, кому 50 лет и старше, кто до сих пор не состоит в браке. Считается, что они как бы уже одиночки. В распределении этносов по этому показателю, никогда не вступавших в брак, обнаруживается как сходство, так и отличие от двух предыдущих распределений. Максимально низкие значения имеют большинство северокавказских и нетитульных народов. Невысок уровень у русских, в связи с чем невысок и общероссийский уровень. Большая часть этносов имеет долю выше. Среднее положение, как и в предыдущих случаях, занимают поволжские народы и меньшая часть северокавказских, а максимальное безбрачие присуще сибирским и североевропейским народам, а также евреям, хотя здесь они уже не последнюю строчку занимают. Здесь также вот видно, что североевропейские коми и коми-пермяки достаточно высокая доля никогда не вступавших в брак. Здесь я не проводил такие исследования, но читал об этом. Скажем, почему у коми-пермяков высокая доля не вступавших в брак, а вот рождаемость довольно высокая. А у них очень-очень высокая доля внебрачной рождаемости. Опять же говорю, это я читал, я не сам это исследовал. Более 60% у коми-пермяков рождаемость внебрачная. Это примерно такая же, как у продвинутых скандинавов. Только причины совершенно разные. У скандинавов в силу такая внебрачная рождаемость высокая в силу экономической состоятельности женщин, а у коми-пермяков в силу экономической несостоятельности мужчин. Потому что как бы традиционные промыслы уже не развиты, а
Государственные должности вполне могут занимать и женщины. Они работают и как бы и рожают. Территориальное распределение доли одиноко проживающих граждан, регулярно исчисляемые после всеобщей переписи населения, вполне коррелирует со сделанными выводами. Максимально доля одиночек на североевропейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке, а минимально на Северном Кавказе. Распределение по уровню разводов во многом совпадает с распределением по уровню рождаемости и по возрастной структуре. Не столько брачность, сколько разводимость коррелирует с рождаемостью и уровнем старости. Этносы с минимальной долей разводов рожают больше детей и являются наиболее молодыми. Также народы с наименьшей разводимостью в большинстве своем являются наиболее территориально подвижными и наименее ассимилируемыми, хотя зависимость в этих случаях не такая явная. Распределение населения по доле никогда не вступавших в брак отчасти совпадает с распределением по продолжительности жизни. При оценке демографического состояния населения важное место занимает группа социально-экономических факторов, которые соотносятся с направленным изменением в демографическом поведении людей. В эту группу прежде всего входят такие статистически фиксируемые характеристики, как уровень урбанизированности и уровень образования населения. Как бы несмотря на некоторую поверхностность среди других, они наиболее адекватно отражают социально-экономические тенденции развития общества. Каждая территориальная или этническая общность людей обладает своим набором социально-экономических характеристик, опосредованно уже воздействующим на характеристики демографические. Начнем с урбанизированности. На протяжении всего советского периода неуклонно шло повышение доли городского населения, прежде всего за счет миграции из сельской местности. Постсоветский период по особенностям российской урбанизации можно разделить на два этапа. Первая половина 90-х годов характеризуется прекращением роста городского населения и сменой знака динамики с положительной на отрицательную. Сначала, это 91-92 года, его породили возвраты сельского статуса поселениям, дающие ряд льгот по коммунальным платежам и по размерам личных земельных участков. Затем, 92-94 год, активизировались миграции всего. Но начиная уже со второй половины 90-х происходит возврат к естественному течению урбанизационного процесса. Когда к середине 90-х выяснилось, что и при кризисе заработать легче, все же в городе миграции снова направились в города. Итогом таких разнонаправленных тенденций стало то, что в настоящее время уровень урбанизированности населения России фактически такой же, как и в поздний советский период. Однако динамика доли городских жителей у российских народов различна. Распределение российских этносов по уровню урбанизированности позволяет сделать следующий вывод. Средний уровень для всего населения России находится вблизи от верхней границы значения и определяется, понятное дело, уровнем урбанизированности наиболее многочисленного русского населения. Различие между российскими народами по доле городских жителей очень велико. Наиболее урбанизированные евреи имеют в своем составе почти 100% долю горожан. И это на 75% пункта больше, чем у наименее урбанизированных алтайцев, у которых указанная доля не достигает и четверти населения. Наиболее урбанизированные этносы, имеющие в своем составе долю городских жителей выше общероссийской, это помимо русских, повсеместно расселенные евреи, белорусы, украинцы и азербайджанцы. У большинства народов значение урбанизированности ниже общероссийского показателя. Тех, у кого доля горожан выше половины населения, можно назвать преимущественно городскими, но ниже, чем у средней по России. Это два нетитульных этноса: армяне и немцы, а также три поволжских и североевропейских этноса: татары, карелы и мордва. 4 северокавказских и южноевропейских народа: осетины, лезгины, кумыки и калмыки. Большую часть российских народов можно назвать преимущественно сельскими этносами, с долей городских жителей меньше половины. В эту категорию входит большинство как северокавказских, так и поволжских и сибирских народов.
Если соотнести уровни урбанизированности и рождаемости, то видно, что они находятся в обратной зависимости. Преимущественно сельские этносы, прежде всего северокавказские и сибирские, имеют и наибольшую рождаемость. Однако совпадение не абсолютно. Отчасти совпадает распределение этносов по уровню урбанизированности с распределением по миграционной и идентификационной активности. Большинство неассимилируемых народов преимущественно сельские, а наиболее ассимилируемые народы являются наиболее урбанизированными. Если в сельских населенных пунктах действуют определенные, прежде всего, пространственные ограничители, ограничители вот самой физической возможности культурного смешения, то в городах таких ограничений нет, и закономерно будет большая межэтническая нивелировка. Также именно у сельских этносов, прежде всего сибирских и северокавказских, отмечается наибольшая миграционная подвижность. Но понятно, что тоже совпадения не абсолютно, бывают и исключения. Общероссийские тенденции образовательных процессов в советский период были схожи с тоннами. С начала XX века шло непрерывное направленное повышение уровня образования населения. В постсоветский период тренды урбанизации и образования населения разошлись. Темп повышения образовательного уровня усилился, тогда как урбанизированность, как я уже говорил, затормозилась. Только в первой половине 90-х там произошло некоторое понижение статуса интеллигенции, что вызвало девальвацию престижности высшего образования, но уже со второй половины данного десятилетия общий тренд увеличения доли желающих получить высшее образование восстановился. Все народы по уровню образования можно разделить на 4 группы. Этносы с максимальным уровнем образования, с долей лиц с высшим и незаконченным высшим образованием, самое максимальное прежде всего у евреев. Этнос, чей уровень образования в разы выше, чем у других народов. Также у некоторых северокавказских народов довольно высокий уровень, южноевропейских осетин, карачаевцев, балкарцев, адыгейцев, черкесов, калмыков, у сибирских народов бурят и якутов. У них довольно высокий уровень доли лиц с высшим образованием. Этносы с уровнем образования близким к общероссийским представлены прежде всего повсеместно расселенными русскими, украинцами, белорусами, армянами, а также северокавказскими лезгинами, кабардинцами, ингушами, кумыками. Этносы с пониженным уровнем образования включают татар, алтайцев, хакасов, аварцев, даргинцев и азербайджанцев. А этносы с минимальным уровнем образования в России включает тувинцев, казахов, чеченцев, немцев и все поволжские и североевропейские народы, исключая татар, которые там на градацию выше. Таким образом, очевидно, здесь мы видим, что отсутствует какая-либо территориальная локализация размещения российских народов по уровню образования. Сибирские и кавказские народы могут входить во все 4 указанные группы. И различия по уровню образования внутри какого-либо полиэтничного макрорегиона очень велико. Исключение здесь составляют волго-уральские и североевропейские народы, как финно-угорские, так и тюркские. Все входящие в группу этносов с минимальным уровнем образования. Также следует отметить, что корреляция между уровнем образования и урбанизированностью, отмеченная в теории, в российской реальности неявная. Не все городские этносы имеют высокий уровень образования, и не все сельские имеют низкий. Фактически все народы с максимальным уровнем образования, исключая евреев и осетин, являются преимущественно сельскими. Не наблюдается строгой зависимости между уровнем образования этносов и их рождаемостью, смертностью и степенью ассимилированности. Больше прямой связи обнаруживаются при сравнении уровня образования с миграционной подвижностью этносов. Высокообразованные, а зачастую это преимущественно даже сельские этносы, проявляют высокую территориальную подвижность. Но и здесь она неоднозначна. Таким образом, уровень образования, в отличие от других рассмотренных характеристик, не связан жесткой корреляционной связью с этнодемографическими процессами. А социально-экономические характеристики в целом оказывают меньшее воздействие на них, чем, скажем, полувозрастная брачно-семейная структура.
Дальше рассмотрим роль этнодемографических процессов в формировании численности населения российских этносов. В формировании современной численности населения всего государства и отдельных этносов этнодемографические процессы, то есть естественные миграционные и идентификационные движения, играют свою роль, либо уменьшая число представителей того или иного народа, либо увеличивая. Покомпонентно их рассматривая, можно выделить значительно позитивное, нейтральное, негативное и значительно негативное воздействие. Несмотря на то, что подавляющая часть населения России в численном выражении перешло к суженному типу демографического восприятия, число этносов с позитивным воздействием естественного движения довольно велико, хоть и сокращается с каждым последующим поколением. Итоговая рождаемость снижается, тогда как продолжительность жизни стагнирует. Максимально его позитивное влияние – это этносы восточного сегмента Северного Кавказа, чеченцы, ингуши, все народы Дагестана, а также азербайджанцы. Несколько ниже оно, но все равно носит позитивное значение для численности представителей карачаевцев, черкес, кабардинцев, армянцев, тувинцев, алтайцев, якутов. У кавказских народов этой группы несколько ниже рождаемость, чем у предыдущих, которые я озвучил, а сибирские народы они немного проигрывают в продолжительности жизни. Негативное влияние процессов естественного движения отмечается у всех финно-угорских народов и русских. При этом русские мордва выделяются крайне низкой рождаемостью, а остальные народы низкой продолжительностью жизни даже по российским меркам. Кстати сказать, российские мерки, мы все сравниваем со средним по России, но на самом деле они, если сравнивать с другими государствами, очень-очень невелики. То есть, если там сравнивать с Японией, то вся Россия будет с крайне пониженной продолжительностью жизни. Миграционные процессы не имеют большого значения в формировании современной численности населения у большинства российских народов. Прирост из-за рубежа или убыль фактически стремится к нулю у подавляющей части северокавказских, поволжских и всех сибирских этносов. Значительное влияние наблюдается только у нетитульных народов. Для азербайджанцев, армян и украинцев миграции – главный источник пополнения. Для немцев и казахов – убыли. Позитивное воздействие также для численности белорусов, русских, татар и осетин. Негативно для евреев, но в данном случае не миграции являются определяющим процессом. Идентификационное движение не играет значительной роли для изменения численности населения северокавказских, закавказских, сибирских народов и казахов. Негативно или значительно негативно его воздействие, как мы уже отмечали, на состояние финно-угорских народов Поволжья и североевропейской части страны, а также чувашей, белорусов, украинцев, евреев, немцев. Только для русских идентификационный прирост положительно значим. Вот для татар и башкир сложилась особая локальная ситуация. Там происходит регулярная от переписи к переписи смена идентичности, участия татаро-башкирского населения. Обусловлена она в основном конъюнктурными факторами, об этом можно много говорить, но она как бы не влияет на общий этнодемографический состав населения страны. Таким образом, для формирования численности населения северокавказских и сибирских народов определяющим процессом является естественное движение населения. Для закавказских народов к ним добавляется еще миграция. Для финно-угорских народов, чувашей, евреев, украинцев и белорусов определяющее значение в снижении численности населения принадлежит идентификационному движению. И обратная ситуация у русских. Крайне низкую рождаемость отчасти компенсирует в меньшей степени миграционный прирост, в большей степени ассимиляционное пополнение за счет других народов. Ну, также стоит немножко отметить, что помимо описанных трех видов движения населения, существует еще один фактор изменения этнодемографического баланса, который фиксируется официальной статистикой и который можно назвать административным. Это разного рода приписки, прямое и косвенное давление на население с целью повлиять на выбор этнической идентичности при переписи. Но такого рода движение населения не формализуемо, и его отражение мы рассматривать не будем.
Таким образом, при помощи математических методов можно составить типологию этносов по степени демографического благополучия. Первый тип – этносы с максимальным демографическим благополучием. Он включает азербайджанцев, чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев, все народы Дагестана. Демографическое благополучие этих народов определяется прежде всего за счет, как мы уже отмечали, естественного движения, высокой рождаемостью, высокой продолжительностью жизни и связано с ними низким уровнем старости, а также благоприятными брачно-семейными характеристиками. Для азербайджанцев также немаловажен внешний миграционный прирост. Кроме того, у данной группы народов практически отсутствует идентификационная убыль. Географическая локализация показывает, что основное место их расселения – это прежде всего восточно-центральная часть Северного Кавказа. Второй тип – этносы с относительным демографическим благополучием. Включает армян, карачаевцев, черкесов, осетин, адыгейцев, тувинцев, якутов, алтайцев, татар и башкир. Отличие кавказских народов данного типа от первого типа заключается в несколько меньшей итоговой рождаемости, большим уровнем старости и менее благоприятными брачно-семейными характеристиками. Сибирские народы проигрывают в продолжительности жизни и обладают неблагоприятными брачно-семейными характеристиками. Татары и башкиры – единственные поволжские народы с относительным демографическим благополучием, имеют благоприятные характеристики смертности и миграционный прирост. Этносы данной группы также не склонны к ассимиляции. Географическая локализация показывает, что основные места расселения народов данного типа – это центральная и западная часть Северного Кавказа, Сибирь и южная часть Поволжья и Придуралья. Третий тип – этносы с преимущественно негативными демографическими характеристиками. Включает казахов, бурятов, хакасов, калмыков, чувашей, марийцев, мордву, удмуртов и русских. У всех поволжских народов данной группы и русских прежде всего невысокие показатели рождаемости и связанный с этим относительно высокий уровень старости. Для демографического состояния бурятов, хакасов, калмыков и казахов негативной является низкая продолжительность жизни, а для казахов также еще и миграционная убыль. Негативны у всех народов и брачно-семейные характеристики. Кроме того, у финно-угорских народов и чувашей велика степень ассимилируемости, которую мы с вами уже отметили. А русским, наоборот, идентификационный прирост позволяет снизить свое демографическое неблагополучие. Географическая локализация показывает, что основные места расселения народов данного типа – это Поволжье, которое, кроме мест расселения, собственно, волго-уральских этносов, включает этнические территории калмыков и казахов, а также республики Бурятия и Хакасия. И четвертый тип – этносы с максимальным демографическим неблагополучием. Включает украинцев, белорусов, немцев, евреев, коми-пермяков и карел. Демографическое неблагополучие восточнославянских народов и евреев определяется крайне низкой рождаемостью, постаревшим населением. А финно-угорских народов низкая продолжительность жизни и негативно брачно-семейные характеристики. Для демографического состояния немцев негативное воздействие оказывает миграция. Кроме того, именно в этом типе сосредоточены все максимально ассимилируемые народы. И идентификационное движение можно определить как главный фактор их резкого сокращения. Географическая локализация показывает, что большинство этих народов расселены по территории России повсеместно, а финно-угорские народы расселены в северном сегменте европейской части страны. Таким образом, если рассматривать только титульное нерусское население, то очевидна этногеографическая закономерность. Происходит нарастание демографического неблагополучия при движении с юго-запада и востока страны к средней полосе европейской России и далее на север. Далее мы с вами рассмотрим теперь уже в географическом срезе этнодемографические районы. То есть, собственно, здесь была проведена такие же использованы математические методы, они не очень сложные, для выделения территорий уже по демографическому благополучию либо неблагополучию. Территории с наиболее высоким
демографическим благополучием, ну, здесь это вид, понятно, что это более коричневый, так скажем, тип, сконцентрированы преимущественно в 3 местах на карте страны. Во-первых, компактно выделяется Северный Кавказ. Во-вторых, Тюменская область со своими округами и ряд регионов, граничащих с ней. В-третьих, ряд поволжских и приуральских полиэтничных регионов, преимущественно тюркоязычных национальных республик. Территории с максимально неблагоприятной демографической ситуацией имеют 2 компактных ареала размещения. В центральной части европейской страны, это которые наиболее светлые здесь вот на карте, а также на Дальнем Востоке. Таким образом, на карте страны можно видеть 3 главных территориальных пояса относительного демографического благополучия, которые условно можно назвать Кавказским, Волго-Уральским и Западно-Сибирским. И 2 главных пояса демографического неблагополучия – европейский и дальневосточный. Но при этом характеристики, отвечающие за благополучие или неблагополучие находящихся в них регионов, разнятся. В Кавказском поясе, в национальных республиках высока рождаемость, тогда как в русских регионах позитивен миграционный прирост. Объединяет же все территории Кавказа высокая продолжительность жизни населения. Волго-Уральские и западносибирские регионы с различным миграционным балансом и невысокой рождаемостью также объединяет относительно высокая для России продолжительность жизни. В европейском поясе демографическое неблагополучие связано с крайне низкой рождаемостью, старым населением, тогда как дальневосточный пояс характеризуется прежде всего существенной миграционной убылью. При этом продолжительность жизни населения во всех регионах этих поясов ниже средней по России. Таким образом, продолжительность жизни населения является той характеристикой, по моему мнению, которая объединяет все регионы с преимущественно благоприятной и максимально неблагоприятной демографической ситуацией и наиболее коррелирует как раз с интегральным показателем демографического благополучия. Для этнодемографического районирования, карта, которая вам представлена, рассмотренная типология по степени благополучия интегрируется с типологией по степени полиэтничности регионов. Я эту карту показывал на первой нашей лекции. Проведенная процедура позволяет выделить в пределах Российской Федерации 3 зоны, включающие в совокупности 12 этнодемографических районов, озаглавленных по географическому принципу. Это европейский, это цифра 1, европейский, второй это белгородский, это одна область, русская область, у которой существенно лучше демографические характеристики, чем у остальных русских областей. Северокавказский, это цифра 3, Прикаспийский, Волго-Уральский, цифра 5, Южноуральский, Урало-Тюменский, Западно-Сибирский, Алтай-Саянский, Восточно-Сибирский, Северо-Восточный и Дальневосточный. При увеличении здесь они указаны на карте, можно увидеть. 4 из них расположены в западной зоне, имеют локализацию национальных регионов на Северном Кавказе. 3 района Уральской зоны географически связаны с Уральскими горами и включают наиболее полиэтничные территории Поволжья и Предуралья. 5 районов восточной зоны, расположенных к востоку от Тюменской области и ее автономных округов, и имеют максимальную концентрацию национальных регионов в Алтай-Саянском и Северо-Восточном районе. Нас с вами прежде всего интересует Волго-Уральский район. Вообще, я все эти районы характеризовал, но с вами мы поговорим только о Волго-Уральском районе. Волго-Уральский этнодемографический район расположен на юго-востоке европейской части страны в пределах современного Приволжского федерального округа и объединяет в своем составе 6 национальных республик: Мордовию, Чувашию, Мари-Эл, Татарстан, Удмуртию и Башкортостан, а также наиболее полиэтничные русские регионы – это Ульяновскую и Оренбургскую область. Район занимает юго-восточную часть русской равнины Приуралья, южный сегмент западного склона Уральских гор и незначительно Зауралье в Башкирии. Климатическая и ресурсная составляющая обусловили высокую плотность населения района, уступающую в России
только Северокавказскому и центральной части Европейского района. То есть достаточно благоприятные условия проживания населения. В историко-культурном плане район представляет собой ареал наиболее ранней славянской колонизации в пределы этнических территорий неславянских этносов и является одним из самых полиэтничных в России. История формирования этнического состава Волго-Уральского района восходит к началу новой эры. Наиболее раннее заселение Верхнего и Среднего Поволжья осуществлялось финно-угорскими племенами. Датой обособления новых этносов Мари, Мордвы, Удмуртов исследователи определяют начало первого тысячелетия нашей эры. С 7-8 века на Волгу стали проникать раннетюркские племена, на основе смешения которых с более древним финно-угорским населением сложился новый этнос болгары. Волжские болгары дали основу двум современным народам – чувашам и волго-уральским татарам. В последнем случае со значительным добавлением кыпчакского элемента. Также кыпчакское происхождение имеют и башкиры. Славянское проникновение в Поволжье проявилось еще задолго до княжеско-завоевательской колонизации, датируется исследователями XI-XII веками. Массовая экспансия русских, распространившаяся на всю территорию района, началась лишь в XVI веке. Таким образом, структура титульного населения Волго-Уральского района окончательно сложилась к XVII веку. В более поздние годы в Поволжье и Приуралье расселялись другие народы, которые в настоящее время не имеют своих национально-территориальных образований. В XVIII-XIX веках немцы, в XIX-XX веках украинцы, белорусы и казахи. К самым поздним переселениям следует отнести миграции постсоветского периода, привнесшие в население закавказский элемент. За последние десятилетия доля армян и азербайджанцев превысила 0,1%, что, в общем-то, дает основание отнести их к статистически значимым в общем населении района. Помимо основных районов, в районе также проживают немногочисленные этнические группы, тоже, пожалуй, стоит отметить это, которые, тем не менее, можно тоже отнести к титульным. Это так называемые новые идентичности. Этот термин возник в научных дискуссиях при подготовке и проведении всероссийской переписи 2002 года. Это народы, выделившиеся из числа других, более крупных и зарегистрированных переписью населения 2002 года. Это кряшины и бессермяне. Однако термин новой идентичности, он не совсем корректен, поскольку эти народы в переписи 1926 года, первой советской переписи, уже выделялись как самостоятельные. Кряшины, общая численность, зафиксированная переписью 2010 года, около 35 человек. Это этноконфессиональная общность, исповедующих православие татар, проживающих на территории Татарстана и Башкортостана, и ранее включавшие в состав татар. Вероятно, численность кряшин значительно выше. По данным переписи 26 года, 101,4 тысячи человек, извините. Но, как отмечают местные этнологи, люди пожилого возраста в большинстве своем по инерции продолжают относить себя к татарам, а молодежь уже идентифицирует себя как кряшины. Бессермяне, общая численность, зафиксированная переписью 2010 года, 2,2 тысячи человек, 2,2 тысячи человек. Этническая общность, расселенная на территории Удмуртии, которую ранее относили к удмуртскому этносу. И она имеет в своем языке и культуре значительное число тюркских, то есть татарских элементов. Перепись 26 года отмечала 10 тысяч человек. Реальная численность бессермян в настоящее время неизвестна, поскольку, как и у кряшин, часть народа продолжает относить себя к удмуртам. Сравнительно длительное пребывание национальных регионов Волго-Уральского района в составе российского государства обусловили специфические этнодемографические реалии, отличные от северокавказских, прикаспийских или других полиэтнических частей страны, несмотря на одинаковые численные показатели этнической мозаичности по коэффициенту Экеля, который мы с вами смотрели, и доли нерусского населения. Соотношение двух этносов, русских и титульного, определяет этническую структуру и ее динамику в подавляющем большинстве регионов Волго-Уральского района.
Исключение составляет Башкортостан, где в сравнимых долях представлено три народа – русские, башкиры и татары. Несмотря на относительно небольшие значения изменений, динамика этнической структуры коренных народов наблюдается во всех регионах. При незначительной дерусификации района в целом доля русских на протяжении всего рассматриваемого периода непрерывно увеличивалась в Удмуртии, Чувашии и Оренбургской области. Непрерывно снижалась только в Башкирии. Соответственно, только с обратным знаком менялась в этих регионах доля титульного нерусского населения. В Татарстане в советский период от переписи к переписи удельный вес русских то снижался, то повышался, а в постсоветский период устойчиво снижается. В Мари-Эл соотношение марийцев и русских всегда выражалось приблизительно равными долями и фактически не претерпело изменений за последние 60 лет. В Ульяновской области доля русских непрерывно снижалась до 2002 года с одновременным повышением удельного веса татар, а затем незначительно выросла. В настоящее время русские в районе составляют почти половину населения, а в отдельных субъектах их доля колеблется от четверти населения в Чувашии, являющейся одной из самых нерусских республик в России, до 3/4 в Оренбургской и Ульяновской области. В Татарстане и Чувашии русские являются вторым по численности и удельному весу этносов, а во всех остальных регионах – первым. Помимо титульных этносов республик и русских, третьим по численности этносом в национальных республиках, исключая Татарстан, и вторым в русских областях являются татары. В Башкирии они долгое время занимали второе после русских место в иерархии численности, превышая титульных башкир, но затем передвинулись на третье. При этом во всех регионах Волго-Уральского района, как национальных, так и русских, татары являются коренным, а не пришлым этносом, поскольку их этнический ареал существенно обширнее Республики Татарстан. Он занимает территорию всего района и даже выходит за его пределы. То же самое можно сказать и про Мордву. Менее половины численности этноса проживает в Мордовии, и значительная ее часть расселена в сопредельных регионах. То есть фактически, образно говоря, Волго-Уральский этнодемографический район и шире даже, скажем, Приволжский федеральный округ можно представить как Большой Татарстан или Большую Мордовию, поскольку именно эти два этноса, они коренным образом расселены вот на всей этой территории. Существенную долю во всех субъектах района имеют также чуваши, а в Башкирии расположен ареал основного расселения горных марийцев, одного из двух субэтносов марийского народа. Башкиры имеют также места компактного расселения в Оренбургской области, а удмурты в Татарстане. Таким образом, вся территория района предстает как общий дом для всех волго-уральских народов, проживающих вперемешку с русскими и друг с другом, являясь при этом бесконфликтной территорией на протяжении почти 500 лет. Из числа нетитульных для данного района этносов статистически значима доля казахов, прежде всего в Оренбургской области, где они по численности лишь немногим уступают татарам. При этом в пограничных с Казахстаном районах их удельный вес может превышать 50%, и их этнодемографические параметры подчиняются законам, присущим коренному, а не пришлому населению, живущему в диаспоре. Также в Оренбургской области проживает, хоть и сильно сократившаяся, но еще ощутимая часть российских немцев, которые с некоторыми оговорками тоже можно назвать коренным этносом Волго-Уральского района. Динамика численности населения большинства регионов района имеет схожие тенденции. Рост до 90-х годов, затем снижение. С 1992 года началось сокращение населения Удмуртии. С 93-го Мари-Эл и Чувашии. С 95-го Ульяновской области. С 98-го Оренбургской области. С 99-го Башкортостана. С 2000-го Татарстана. В 2008 году падение численности населения Татарстана, и так самое незначительное среди поволжских регионов, сменилось вновь ростом. Это единственный регион Волго-Уральского района, в котором численность населения по данным переписи 2010 года была выше, чем 2002. Схожая ситуация наблюдалась в другом тюркском регионе, Башкортостане, где аналогичное снижение численности населения в 2008 году сменилось ростом, который, однако, был непродолжительным.
И с 2010 года динамика стала отрицательной. Лишь в 2014 вновь фиксируется рост. Особняком предстает динамика численности населения Мордовии, где снижение проявилось еще в 1970-х годах. И тем самым она схожа с динамикой ряда центральных русских регионов. Естественный прирост населения Волго-Уральского района, как и России в целом, начиная со второй половины XX века, неуклонно снижался, и темпы снижения нарастали. В 1992 году естественный прирост сменился убылью в Ульяновской области и Мордовии. В 1993 году во всех остальных субъектах и продолжил свое падение, которое затормозилось к 2000 году. На протяжении 5 лет показатели не менялись, достигнув минимального значения в большинстве районов в 2005 году, а затем стали увеличиваться. В 2009 году естественная убыль вновь сменилась приростом в Башкирии и Удмуртии, в 2011 в Татарстане, в 2012 в Марий-Эл, Чувашии и Оренбургской области. Лишь в Мордовии и Ульяновской области в середине 2010-х годов значения так и оставались отрицательными. Показатели итоговой рождаемости реальных поколений населения района не отличаются большими значениями и близки к среднему по России. В Ульяновской области и Мордовии они незначительно ниже, в остальных субъектах незначительно выше. Рождаемость снижается со временем у каждого последующего поколения во всех регионах и у всех этносов района. При этом происходит нивелировка значений как по территориям, так и у народов. Этнотерриториальные различия в показателях рождаемости сокращаются. Наибольшая итоговая рождаемость характерна для восточных субъектов района, наименьшая для западных. А географический градиент повышения рождаемости имеет восточное направление. Показатели ожидаемой продолжительности жизни в большинстве регионов района незначительно выше или равны общероссийскому показателю, достигая максимума в Татарстане. Здесь у нас исключение составляют Марий-Эл и Оренбургская область с заметно более низкими значениями. Однако, как и в случае с рождаемостью, со временем различия в продолжительности жизни становятся менее контрастными. Волго-Уральские национальные республики всегда выгодно отличались от многих регионов России по показателям младенческой смертности. Есть тоже такой показатель, мы его не рассматривали, но зачастую он часто берется в расчет. Как в прошлом, так и в настоящее время все финно-угорские и тюркские регионы европейской части страны имеют минимальное число общий коэффициент смертности, даже если продолжительность жизни невысока. Таким образом, характеристики смертности в районе в целом можно назвать сравнительно благоприятными. Общие миграционные тенденции в районе во многом совпадают с общероссийскими. Увеличение прироста в первой половине 90-х годов, а затем быстрое падение до нулевых отметок к 2001 году. Несмотря на то, что сокращение прироста наблюдалось повсеместно, по России в целом оно шло плавно, тогда как в большинстве регионов Волго-Уральского района от относительно больших величин сразу сменился убыль. Устойчивый и максимальный миграционный прирост за весь советский и постсоветский период имел только один регион – Республика Татарстан, несложно догадаться. Еще в одном, в Республике Башкортостан, в 2004-2006 годах наблюдалась незначительная убыль, но в остальное время он также имел устойчивый прирост. Подавляющее число регионов округа имели миграционный прирост в первой половине 90-х годов, сменившийся затем устойчивой убылью. Смена знака произошла в 1995 году в Мордовии, в 1996 году в Марий-Эл и Ульяновской области, в 1999 году в Удмуртии, в 2000 году в Чувашии, в 2001 в Оренбургской области. Наибольшей контрастностью здесь отличаются Ульяновская и Оренбургская области, в которых сначала был ощутимый прирост, а затем не менее ощутимый убыль сразу. В первом десятилетии 21 века 6 субъектов района имели итоговую миграционную убыль населения. Максимальных потерь достигла Мордовия. Весомая убыль в Марий-Эл. В Удмуртии также, в Ульяновской области. Незначительный отрицательный баланс, близкий к нулю, наблюдается в Чувашии. Стремительно снижается накопленный миграционный потенциал в Оренбургской области.
Зонами стабильного прироста, хотя и существенно сократившие в последние годы свою привлекательность, в настоящее время остается республики Татарстан и Башкортостан. Таким образом, наибольший миграционный прирост приходится на восточную часть района с более благоприятными природно-климатическими условиями и относительно устойчивым экономическим потенциалом. В связи с этим за счет миграции там возросло не только городское, но и сельское население. Миграционно убыточны прежде всего западные и северные регионы округа, а географический градиент повышения показателя, как в случае с рождаемостью, имеет восточное направление. Решающую роль в миграционном пополнении и изменении этнодемографического состава населения играет поток из стран СНГ. Структура миграционного прироста довольно устойчива и не зависит от его величины, меняющейся по отдельным годам. Приблизительно 3/4 прироста обеспечивает Казахстан и государства Центральной Азии. По 10% дают страны Закавказья и Украина. Различие 90-х и 2000-х заключается в смене позиции главного донора. Казахстан был в 90-х, теперь страны Центральной Азии. Или Средней Азии, как мы называли в советские годы. Что касается участия района во внутрироссийских миграционных потоках, то ситуация, названная исследователями «западный дрейф», обусловливает приток мигрантов из восточных регионов страны и отток в западные, создавая как бы промывной режим территории. Однако, учитывая то, что миграционный приток в район сокращается, а притяжение московской агломерации не ослабело, с 2000-х годов замещения убывающего населения не происходит. К настоящему времени объемы миграционных потерь во внутрироссийском потоке превысили миграционные приобретения прошлых лет. В этнической структуре миграционного прироста титульных российских народов в постсоветский период преобладают татары и русские. Относительно велика доля башкир и чувашей. На остальные народы приходится 2,5% общего прироста. Наибольший процент оседания в своей республике имеют башкиры, велики эти показатели у чувашей и удмуртов. У татар и марийцев доля меньше в связи с тем, что значительная их часть расселилась в Башкирии, где оба этноса имеют компактные места постоянного проживания. Исключением выглядит Мордва, чьи представители не только не осели в Мордовии, но еще и регулярно выезжали из нее. В миграционном приросте, сформированном за счет титульных народов ближнего зарубежья, преобладают украинцы, в почти равной степени представлены армяне и азербайджанцы, которые оседают почти всегда в крупных городах округа. Другой значительной группой иммигрантов являются казахи, таджики, узбеки, которые, в отличие от народов Закавказья, расселяются не только в городах, но и в сельской местности, прежде всего Оренбургской области. Этническую структуру внешней миграционной убыли формируют три этноса – немцы, евреи и русские. Причем со второй половины 90-х годов немцы и евреи снижают свою долю в этом потоке, а русские увеличивают. Кроме того, у немцев присутствуют как исходящие потоки, так и входящие. Первые относятся в основном к Оренбургской области, из Казахстана, из Сибири приезжают. Вторые к Ульяновской области уезжают в Германию. Волго-Уральский район – территория с одним из самых высоких показателей этнически смешанных домохозяйств. Это закономерно совпадает с тем, что большинство титульных народов Поволжья относятся к этносам с отчетливо выраженной ассимиляционной убылью. Все идентификационные процессы в районе можно условно разделить на два типа. К первому относится ассимиляция финно-угорских народов и чувашей русскими, препятствующая более интенсивной дерусификации. Здесь в качестве объяснения такой ситуации высказывалось довольно много мнений. Я уже приводил там Юрия Петровича Шабаева, но тут чего только не говорили. Я просто собрал их немножко. Какие причины вот этой ассимиляции? Отмена в паспорте графы о национальности. Такую причину называют, имевшую какую-то этностабилизирующую функцию. Миграционный приток в постсоветский период представителей поволжских этносов в свои республики из стран СНГ, незнакомых с родным языком и культурой. Потеря пассионарного ядра. И так далее, и так далее, и так далее. Много кто что говорит, но поскольку мы с вами ведем речь в русле демографии, это
просто так, как бы пространное размышление. Очевидно, что причина высокой ассимилированности именно финно-угорских народов и культурно близких к ним чувашей не лежит на поверхности и скрыта в глубинных этногенетических процессах. Я лично свое, свое мнение здесь причина высказывать не буду, потому что его просто не существует. Я просто не знаю, в чем. То есть кто-то говорит, что просто те, кто начитался Гумилева, Льва Гумилева, говорит, что этносы старые, просто они уже вырождаются и так далее, и так далее. Много всего. Ко второму типу идентификационных процессов в Волго-Уральском районе относятся ассимиляция и диссимиляция, как реальная, так и фиктивная, между двумя родственными этносами, татарами и башкирами. Это процессы иного рода, которые не связаны с доминирующим в стране русским этносом. Прежде всего, они локализованы территориально в пределах Республики Башкортостан и незначительно в других регионах, где татары и башкиры проживают совместно, что объясняет максимальную долю полиэтничных домохозяйств Башкирии, несмотря на незначительную ассимилированность обоих этносов. В сравнении с языками других поволжских народов престиж татарского и башкирского языков, напротив, высок. И направленность этнонациональной политики в Татарстане и Башкортостане всегда имела этнообъединительный и антиассимиляционный характер. Сочетание стремления татар и башкир к несмешиваемости и этноотличительности с одной стороны и неизбежного смешения среди дисперсно расселенных родственных этносов с другой привело к тому, что Республику Башкортостан была признана сетью этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов при Институте этнологии и антропологии РАН единственным в Поволжье регионом, в котором существует потенциальная вероятность этнического конфликта. Таким образом, в отличие от всех этнодемографических районов западной зоны, в Волго-Уральском районе идентификационное движение населения во влиянии на формирование численности и динамику выходит на первый план, наряду с естественным и механическим движением. Возрастная структура населения района близка по значениям к общероссийской. В большинстве регионов уровень старости мало отличается между собой, незначительно ниже среднего по России, существенно ниже, чем в русских регионах европейской части страны, то вот где там старое население, но при этом ощутимо выше, чем в северокавказских республиках. Среднее значение возрастных характеристик в районе гармонично коррелирует со средними значениями рождаемости на этнодемографической карте России. Здесь исключение, опять же, Республика Мордовия и Ульяновская область с населением, находящимся в градации значительный уровень старости. Мордовия, одно из самых старых населений в России, сочетается с низкой рождаемостью, и это единственный полиэтничный национальный регион, имеющий демографические характеристики такие же, как окружающие его русские регионы Европейского центра. Европейский центр — это мы имеем в виду то, что там Тульская область, Ярославская и так далее. Характерны для района этнические отличия возрастной структуры. Во всех субъектах, исключая Мордовию, русские имеют самый высокий уровень старости, а нетитульное население, казахи, армяне, азербайджанцы, самый низкий. У остальных народов этнотерриториальные различия возрастной структуры незначительны. Чуть моложе башкиры и марийцы, чуть старше удмурты и чуваши, среднее положение занимают татары. Лишь Мордва имеет постаревшую возрастную структуру населения во всех регионах. Как и многие демографические характеристики, показатель благоприятности брачно-семейной структуры населения в целом в районе имеет среднее по России значение. При этом уровень разводимости населения в Поволжье низкий на общероссийском уровне, а уровень окончательного безбрачия, наоборот, высокий. Уровень брачности фактически такой же. Наиболее благоприятны брачно-семейные характеристики в юго-восточных регионах района, Башкортостане и Оренбургской области, где также отмечается самая высокая рождаемость в районе. При этом региональные различия по доле лиц, состоящих как в браке, так и в разводе, со временем снижаются. Происходит нивелировка между регионами. Большинство регионов в районе, исключая Татарстан и Ульяновскую область, имеют невысокий по российским меркам уровень урбанизированности.
Самая низкая доля городского населения наблюдается в Оренбургской области, Башкирии и Мордовии. В юго-восточных регионах она закономерно коррелирует с другими социально-демографическими характеристиками. Нераспространенность городского образа жизни обеспечивает высокую брачность, низкую разводимость и относительно высокую рождаемость. Также закономерно высоко урбанизированный Татарстан имеет невысокую рождаемость. Тем не менее, высокая доля сельского населения в Мордовии никак не влияет на рождаемость, являющуюся самой низкой в районе. Таким образом, к основным районообразующим характеристикам Волго-Уральского этнодемографического района относится высокая степень полиэтничности, раз, основанная на единстве этногенетических связей славяно, тюрко, финно-угорского населения. В отличие от Северокавказского района со сравнимым уровнем полиэтничности, такое единство сопровождается бесконфликтностью и отсутствием резких колебаний этнической структуры. Другой важной характеристикой района, напрямую связанной с бесконфликтностью территорий, является высокое значение идентификационного движения населения в динамике этнодемографической структуры. Историки отмечают длительность межэтнических смешений, о чем я уже говорил, на территории района, уходящую вглубь веков более чем на тысячелетия. При этом степень демографического благополучия регионов Волго-Уральского района существенно различается и в данном случае не имеет главной районообразующей основы, как, к примеру, Северокавказского района. Можно отметить только то, что многие демографические характеристики в районе, такие как итоговая рождаемость, продолжительность жизни, занимают промежуточное положение между большинством регионов русского центра и северокавказскими республиками. При описании вероятных изменений этнодемографической ситуации в России, а любое исследование всегда заканчивается какими-то предсказаниями или точными прогнозами, или хотя бы предположениями. Здесь при описании этих изменений в будущем целесообразно иметь в виду то, что сценарии развития могут быть различны. Одни основаны на экстраполяции ныне существующих трендов, другие предполагают активное вмешательство государства, активизацию новых положений демографической, этнокультурной, социальной, экономической политики. Главным трендом динамики рождаемости в ее этнической дифференциации является сокращение отличий при общем снижении. Уровень итоговой рождаемости российских народов стремится к сближению. Прежде всего, это происходит за счет более интенсивного снижения показателя у этносов с более высокой рождаемостью. Несмотря на меры демографической политики, направленные на повышение рождаемости, вступившие в силу в 2006 году, это я имею в виду тогда, когда пошел у нас материнский капитал и так далее, рождаемость рассмотренных реальных поколений снизилась. Однако в этническом срезе все-таки существуют зримые различия. Во-первых, при снижении числа рождений в старших возрастах у единственного российского этноса евреев оно хоть и незначительно, но выросло. Это вполне совпадает с трендом рождаемости евреев на протяжении уже нескольких поколений. Опустившись до минимального уровня еще в середине 20 века, она незначительно изменяется в плюс или минус. Вряд ли можно ожидать здесь каких-либо существенных изменений. Во-вторых, наибольшее снижение числа рождений наблюдается у большинства северокавказских этносов, что вписывается в общий тренд более интенсивного снижения показателей у этносов с более высокой рождаемостью. Опять же, есть исключения. Исключения составляют чеченцы и ингуши, увеличившие число рождений в средних детородных возрастах. Средние детородные возраста – это 25-26 лет. Таким образом, в обозримом будущем возможно некая дивергенция рождаемости в рамках Северокавказского района, то есть повышение рождаемости у чеченцев и ингушей на фоне снижения у всех остальных. То есть оно, возможно, вызовет повышение демографического веса на Кавказе у чеченцев и ингушей, у двух народов. В-третьих, максимальное снижение числа рождений
помимо северокавказских народов, также у мордвы, украинцев и белорусов, уже несколько десятилетий снижающих численность своего населения в России. И данный тренд в обозримом будущем продолжится. Также ощутимо снижение числа рождений у армян, чья рождаемость длительное время оставалась на высоком уровне, но с большой долей вероятности в ближайшем будущем опустится до общероссийского уровня. В несколько меньшей степени это относится и к азербайджанцам. В-четвертых, минимально снижение рождаемости у сибирских этносов, а у алтайцев и тувинцев наблюдается повышение числа рождений в возрасте 25-29 лет. Это идет как бы вразрез с трендом более интенсивного снижения показателя у этносов с более высокой рождаемостью. Здесь возможно как влияние проводимой демографической политики, так и включение более каких-то глубинных этнических процессов. Ведь именно у этносов, у которых увеличилась вот эта вот рождаемость в средних возрастах, тувинцев, чеченцев, ингушей, наблюдается снижение числа межэтнических браков. Их и так чуть-чуть, а они еще больше снизились. Такая ситуация обусловит в дальнейшем повышение демографического веса народов Сибири. В-пятых, снижение рождаемости у русских и большинства поволжских и европейских народов, исключая мордву, имеет значение либо близкое к общероссийскому, либо меньшее. Они полностью вписываются в основной тренд. Этносы с невысоким уровнем рождаемости снижают ее менее интенсивно. Прогнозировать даже на ближайшее будущее траектории таких процессов смертности, как, скажем, продолжительность жизни или там младенческая смертность, существенно сложнее, нежели рождаемости, опирающейся в большей степени на экстраполяцию. Здесь весомое влияние играют внешние факторы, такие как социальная политика в регионах проживания. Исходя из установленной динамики, при условии неизменности внешних факторов продолжится этническое разделение продолжительности жизни, разрыв между северокавказскими народами с одной стороны и сибирскими и финно-угорскими, исключая мордву, с другой, будут нарастать. Такая ситуация будет сдерживать повышение за счет рождаемости демографического веса сибирских народов, тогда как на Северном Кавказе аналогично повышение продолжительности жизни будет сдерживать снижение демографического веса из-за падения рождаемости. Миграционные реалии при отсутствии существенного вмешательства в данную сферу извне свидетельствуют о дальнейшем повышении демографического присутствия в этнической структуре населения России народов бывших республик Средней Азии и снижении в этнической структуре мигрантов закавказских этносов, как за счет установленного снижения их рождаемости, так и за счет большей активности среднеазиатских народов. Кроме того, снизится убыль немцев и евреев до совсем незначительных величин. Также возможно дальнейшее увеличение миграционной активности сибирских этносов, что на фоне относительно благоприятных тенденций рождаемости будет способствовать увеличению их демографического веса и за пределами своих республик. Говоря о дальнейших тенденциях идентификационного движения населения российских народов, основанных на современном длительном тренде, вряд ли можно говорить о каких-либо кардинальных изменениях. Восточнославянские и финно-угорские этносы и в дальнейшем будут пополнять русское население, снижая тем самым их демографическое неблагополучие, то есть русских, и увеличивая неблагополучие свое. Если Россию в будущем ожидает экономический рост и соответствующее ему социальное подкрепление, то, вероятно, интенсивность ассимиляции даже возрастет. Усиление этнической идентичности, зачастую гипертрофированной, диссимиляцию по отношению к этническому большинству, поиск собственных корней происходит, как показывает практика, в кризисные периоды, а в годы относительного благополучия этническая идентичность просто перестает быть определяющей. Нет оснований говорить также о включении в эти процессы северокавказских и сибирских народов, чьи демографические характеристики и в дальнейшем будут описывать обычные традиционные для демографии процессы рождаемости, смертности, миграции. Процессы идентификационного движения в России в дальнейшем будут перераспределять этническую структуру таким образом,
что финно-угорские и славянские народы, исключая русских, будут из нее вытесняться, а северокавказские и сибирские укрепляться. Русские же за счет данного вида движения населения не будут кардинально снижать своего присутствия в этнической палитре страны. Более интенсивное снижение удельного веса русского населения в полиэтничных районах, как западной зоны, так и восточной, в дальнейшем будет усиливать этническую поляризацию в обеих зонах. В то же время несущественная динамика доли русских и полиэтничных районов Уральской зоны не дает основания говорить о каких-либо значительных изменениях в системе русский-не русский, что косвенно подтверждает многовековая бесконфликтность Поволжья и на Урале. Проведенное исследование показало, что демографическая ситуация неблагоприятна на большой части осуществления демографической политики. Механизмы, которые в отдельный период истории России с переменным успехом приходят в движение. Демографическая политика означает активное вмешательство государства в естественное и механическое движение населения. При этом в таком территориально обширном и демографически и этнокультурно разнородном государстве, как Российская Федерация, политика не может быть единообразной и всегда должна иметь региональную дифференциацию. Однако иметь столько политик, сколько в России есть субъектов федерации, было бы довольно расточительно. Решение лежит как раз на среднем территориальном уровне, к которому можно отнести продемонстрированные этнодемографические районы. Регионы внутри района имеют ряд общих характеристик, и демографическая динамика в них может проходить по схожим траекториям. Отсюда к ним может быть применена единая политика. То есть выделенные районы целесообразно отличать друг от друга не только своими свойствами, но и своими политиками, так скажем. При этом дифференцируемая по районам демографическая политика все равно должна базироваться на некоторой централизованности и задаваться от имени Федерации в соответствии с главной целью. Главной и общей целью демографической политики Российской Федерации следует считать увеличение или снижение сокращения численности населения страны в целом, безотносительно к ее этническому составу. Реализация этнически ориентированной социальной политики целесообразна только в тех этнодемографических районах, где компактно проживают представители коренных малочисленных народов Севера. Причем ориентирована она должна быть не столько на изменение каких-то демографических характеристик, сколько на обеспечение жизнедеятельности, связанной с традиционными отраслями хозяйства. Применительно к народам, не относящимся к малочисленным, проведение этнически дифференцированной политики нецелесообразно, поскольку таит в себе опасность межэтнических коллизий. Однако учет фактора полиэтничности необходим для адекватного понимания региональной ситуации, прежде всего в национально-территориальных образованиях, где он оказывает существенное воздействие на протекание демографических процессов. От того, как будут осмысливаться демографические проблемы, роль и место этнической структуры населения в российском пространстве, какой будет этнонациональная идеология и демографическая политика, во многом зависит траектория развития всей России. Характер и темп ее социально-экономического развития, ее культурная, цивилизационная идентичность, уровень конфликтности, политической стабильности, ну и, наконец, авторитет на международной арене. Вот, дорогие друзья, мы с вами подошли к концу сегодняшней части, второй части нашей лекции. Прошу вас вопросы. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Очень интересно, очень фундированно. Перейдем к неким комментариям, вопросам. Здесь такое как бы подобие дискуссии у нас возникло. Я просто зачитаю комментарии. Вот к вашим словам о том, что рожает коми-пермячка, а рождается русский. Дело в том, что коми, удмурты, марийцы очень часто сталкиваются с дискриминацией в России. Многие из них избегают открыто заявлять о своей национальности,
чтобы избежать конфликтов или подвергнуться этой самой дискриминации. Дискриминация в России по отношению к нерусским народам – огромная проблема, на которую многие закрывают глаза. В школе, например, удмуртские дети, в которые находятся в меньшинстве, дети склонны идентифицировать себя с большинством, не показывать свои отличия, скрывать свою индивидуальность из стыда, страха насмешек или просто из желания слиться с группой. Вот такой есть комментарий. Есть комментарий о том, что закон о национальных языках 2018 года – это последний гвоздь в крышку гроба всех языков малых народов. Можно возразить, что язык – дело добровольное, но добровольность здесь вступает в неравный бой с целесообразностью. В результате доступ к местным языкам в школе ограничивается, так что и освоить его или обрести на нем грамотность будет негде. Есть такой вопрос. Как вы оцениваете достоверность этнических результатов переписи населения 2021 года по сравнению с предыдущими переписями? Ну, я помню, что вы в прошлый раз отвечали на этот вопрос. Возможно, что тот участник, который его сейчас задает, в прошлый раз отсутствовал. Поэтому, если кратко, ответьте, пожалуйста. И вдогонку вопрос просят получить библиографические данные из цитаты Трубецкого, то есть из какого произведения эта цитата по поводу физической, как это, схожести, да, такой градуальной между русскими и Ага, разными нерусскими народами в России. ага, постараюсь сейчас поискать, я так на память не помню. Ну, Ага. насчет сравнения переписи, то я уже говорил, да, что в 2021 году максимальное количество не ответивших о своей национальной принадлежности. То есть, соответственно, чем больше это количество, тем менее достоверны результаты. Потому что из тех, кто не ответил, а их очень много, конечно, там и русские, и удмурты, и все там есть. Вот. Поэтому, соответственно, доля, ну, в 2001 году менее достоверные данные об этническом составе населения, вот, если сравнивать с предыдущими переписями. Вот. Мгм. Так, ну, Спасибо. по Трубецкому, ну, это мне надо порыться. Ну да, давайте, вы можете написать мне, я думаю, что вы запомнили вопрос, напишите мне, я этому слушателю потом пошлю. Да, хорошо, давайте сделаем именно так. Я вам Есть такой отправлю. комментарий, и я думаю, что речь о слайде, где была типология этносов в части их демографических, как бы сказать, возможностей, да. Комментарий такой: странно находить в этой типологии в одной как бы когорте и русских, и те национальности, которые за 20 лет потеряли 40% своей численности. Здесь, А, видимо, речь о чувашах, мгм, мгм, мгм. удмуртах, ну да, калмыки, буряты, удмурты. То есть, ну вот про удмуртов, да, можно сказать, что Все дело в том, что демографическая, как бы, как у нас там это было вызвано, благоприятность, неблагоприятность, она исчислялась, я как говорил, математическими методами с учетом очень большого количества показателей. Выявлялся интегральный рейтинг. У русских все равно очень низкая рождаемость. То есть понятно, что не сократились они как раз за счет вот этого идентификационного прироста, миграционного прироста, но считать их демографически лучше, чем, скажем, те, кто сократились, ну, здесь нельзя, потому что у них очень много всяких характеристик. То есть если бы мы рассматривали только по одной сокращение численности населения, тогда, понятно, это все было в разных бы они были группах. Но поскольку это типология, а не классификация, то есть много было взято, там около 10 или 15 показателей были сложены. Таким образом и попали. Я сделал там маленькую ремарку, что между этими группами, в общем, границы довольно условны, довольно размыты. Там в рамках одной группы могут тяготеть к верхней и нижней границе. Ну, вот такой ответ. да, спасибо. Я попрошу тогда всех, кто еще заинтересован, задать вопросы сейчас, написать. Ага, тут уже я вступил со своими комментариями. Вот мне показалось странным, знаете что, вот вы часто говорите, что у нас из всех финно-угров самые неблагополучные получаются 3 народа: коми-пермяки и карелы. И мне хочется возразить, что если бы мы, ну, как бы вот у вас везде Мордва учитывается как единый народ, да?
Но мы там скорее в своем кругу склонны считать, что это два разных народа, а их записывают в один просто по каким-то административно-политическим соображениям, да. И вот кажется, что если их все-таки как два разных народа рассматривать, то, например, у Мокши, ну, явно положение будет хуже Коми. И вот у меня такой был комментарий, и да, и мне вторит вот, в принципе, по этой же теме один участник, он говорит, что проблема заключается в том, что перепись практически не делает различий между разными мордовскими национальностями. Ну, да, да, именно. Я обмолвился об этом в самом начале еще первой лекции, что мы будем Мордву рассматривать как один народ, я так мельком сказал. То есть понятно, что все знают, что это Эрзы и Мокши, да, и что марийцы горные, луговые, но рассматривалось усредненное по статистике, потому что я же все опирался на статистику, у меня каких-то своих измышлений почти и нет здесь. То есть Мгм. это те выводы, которые я просто сделал из цифр. Мгм. Хорошо, вот такой вопрос идет. Как влияет бытовой расизм, процветающий в России, на самоидентификацию? Я родилась в конце 80-х в удмуртской деревне, и мое поколение потеряло молоко матери, осознание своей неполноценности. Выступление в общественном месте или разговор по телефону на родном языке было сродни акту мужества. Это объективно опасно, а скорее потому, что этим самым ты подвергал себя насмешкам других. Приведу пример. Парни, уходящие на службу в армии и забывающие свой родной язык, чтобы не подвергнуться дедовщине. Эти парни называли себя русскими и даже после возвращения домой не возвращались к использованию родного языка. И еще комментарий, как бы вы прокомментировали закон 2018 года об образовании, о использовании языков в образовании и его последствия. Ну, видимо, последствия в части владения языками, ответов о том, какой язык считается родным и так далее. Ну, что здесь можно сказать? Ну, начну с конца. Я не очень знаком с этим законом, поэтому здесь свое мнение высказать вряд ли смогу. Ну, а то, что было до этого, вы знаете, тувинские парни уходят также в армию, практически не владея русским языком, говорят там на тувинском, и что-то ничего не боятся. Ну, так вот можно ответить. Не знаю почему. Не буду Ну, влезать да, в здесь очень глобальные разный такие. контекст, да. Я думаю, что здесь, вот если этой темы касаться, думаю, контекст очень разный, связанный с тем, что тувинцы, что кавказцы, они просто имели, так сказать, малую историю нахождения в составе единого государства, и больше ассимиляции. Плюс, наверное, степень патриархальности выше у этих народов. А вот наши народы, если брать, в большей степени разрозненные, атомизированы, да, такого как бы суперколлективистского поведения, мне кажется, ну, мы редко когда демонстрируем, да. Вот, и, конечно, история действительно нахождения под русским влиянием гораздо, ну, гораздо дольше, да, там почти 500 лет, в отличие от там у тувинцев это, по сути, они вошли в состав вот, ну, СССР, потом России, они же вошли там в 30-е, если я не ошибаюсь, годы 20 века, да. Да, Вот. кавказцы в XIX веке. Ну, Кавказцы в конце 19 века, да, то есть тут как бы совершенно разная длительность взаимоотношений. Плюс, я думаю, что всегда имеет значение фактор некой такой национальной гордости, в которой в случае кавказцев, тувинцев в значительной степени на это влияет религия. Как известно, у большинства наших народов религия как бы оказалась вытеснена, да, и на месте собственной национальной религии, которая бы как-то повышала значимость собственной идентичности, находится, ну, либо ничего не находится, либо православие. Православие там как-то не подчеркивает важность удмуртской или марийской идентичности для удмурта или марийца. Вот. И в этом плане, мне кажется, вот такой оказался некий вакуум, и нету какой-то такого как бы высшей, не знаю, инстанции или какого-то такого очень авторитетного символического института, который бы говорил, что есть наша национальность, она прекрасна, там от нее не надо отказываться. Наш язык важен, может быть, священен, связан с какими-то священными текстами. У нас, к сожалению, вот как-то так получилось, что и даже те поводы для гордости, которые наши историки находят и говорят, все равно находятся другие историки, которые работают над тем, чтобы эти поводы для гордости,
понизить как бы в значимости. Есть такой вопрос. Получается, что у коренных народов Ленинградской области вообще не видно перспектив? Не совсем понятен вопрос. Я просто как бы изначально сказал, что мы говорим в целом об этнодемографической структуре населения России в целом. И поэтому сразу же предупредил, что будут упоминаться только те народы, которые реально статистически значимы. Там не будет коренных малочисленных народов, поскольку, как бы чтобы ни происходило, они фактически не меняют, просто в силу своей малочисленности, они не меняют саму основную структуру, этнодемографическую структуру. Если там их 0,000 далеко после запятой 0%, в общем, ну, понимаете, то есть здесь речь шла, так скажем, о более высоком уровне, поэтому в основном были взяты в рассмотрение именно народы титульные, то есть у кого есть своя республика. Либо часть нетитульных, но которые все-таки влияют какое-то на изменение вот самой этой этнодемографической структуры. Понятно, поэтому мы ни вепсов там не рассматривали, ни вод не рассматривали. Просто это уже на другом уровне, это уже как бы этнографы, культурологи, то есть там. А я занимаюсь демографией, то есть вот смотреть, сколько там после запятой будет нулей и где там будет единичка, ну, просто это смысла нету. То есть здесь все как бы основывалось именно на демографии. Я как бы об этом делал некое предупреждение в самом начале первой лекции. Вот. Я не знаю, ответил я на этот вопрос или нет, то есть об этом спросили или... Смотрите, я бы вот еще вас такое спросил. Вот если брать просто тенденцию снижения численности некоторых народов между переписями, да, и, например, взять самые малочисленные из наших народов, там, например, бесермян или там вепсов, действительно, то условно через 20 лет, если тот же самый процент уменьшения численности применять, то должно как бы там стать типа, не знаю, 100 человек там кого-то, да, или 0. Вот, а может ли быть такое, что при достижении какого-то определенного, как бы сказать, определенной численности у народа, вот этот процент уменьшения начнет тоже снижаться, и поэтому у нас не будет такого, что через 20 лет численность народа станет 0, а будет такое, что численность народа будет градуально понемногу уже уменьшаться. Там будет 500, потом, например, 300, потом очень долго будет там 150 и так далее. Ну, вообще вряд ли. Хотя существуют некие, так скажем, прецеденты. Это связано с коренными малочисленными народами Севера, а прежде всего на Дальнем Востоке, так они вообще стали увеличиваться. Хотя на самом деле шло снижение. Но тут дело в том, что просто стало немножко выгодно относить себя к ним. И те, кто раньше идентифицировал себя как русский, например, в межэтническом браке, теперь уже стал коряком, то есть в следующей переписи, потому что это просто стало выгодно там за каких-то дотаций. Такое бывает. Но, в принципе, вот этот вот процесс, который идет сейчас, я очень сомневаюсь, что он может как-то это замедлиться. То есть то, что я рассказываю, пример про коряков, это исключительно вмешательство там государственной политики там, в чем-то и все. То есть на самом же деле у человека, который раньше записывался русским, а стал записываться коряком, у них же здесь-то ничего не поменялось на самом деле. Они же не стали вдруг это как национальными там героями коряков. Просто ну, записались по-другому. Соответственно, ну, выросла численность. То есть, а если не брать в расчет, то есть смотреть экстраполяцию, тяжелая проблема, да. Спасибо. Значит, вот такой комментарий есть, очень длинный, я тогда зачитаю его. Значит, благодарят вас за лекцию. Спасибо большое за лекцию. Комментарий о качестве последней переписи. Если в 2010 году в городах Удмуртии проживало, это получается 173 518 человек, или 42,3 от всех удмуртов республики, да, то согласно переписи 2021 года таковых осталось только 92 тысячи человек или 30%
30,7% от всех удмуртов республики. Получается, что за десятилетие численность удмуртов-горожан сократилась на 81 446 тысяч, господи, на 81 446 человек или на 46,9%. За этот же период доля удмуртов-селян стремительно выросла с 57,7 до 69,3, а их численность уменьшилась на 29 264 человека или на 12,3%. Темпы сокращения городских удмуртов по сравнению с сельскими оказались в 3,8 раза выше. Однако никакого массового исхода удмуртов из городов в сельскую местность в этот период не наблюдалось. Это касается и разницы в демографических показателях в городской и сельской местности. Таким образом, выявленный дисбаланс в динамике численности городских и сельских удмуртов может быть объяснен только существенным недоучетом удмуртов в городах в ходе всероссийской переписи населения 2021 года. Совершенно верно. Именно в городах как раз и не отвечают на эти вопросы. Селяне чаще всего все-таки держатся за свои корни. А в городах как раз больше всего среди горожан, которые не придают значения своей этнической идентичности. И поскольку 21, перепись 2021 года отличается максимальной, так скажем, недоучетом всех национальностей. То есть я же говорил уже, что раньше второй по численности этнос после русских был татары, то теперь второй по численности этнос после русских – это не ответившие своей национальности. Вот как бы такая отдельная национальность, не ответившая своей национальности. Конечно, никуда они не делись, то, что в городах. Никакого исхода не было, разумеется. Просто именно там не отвечали на вопрос о своей национальной принадлежности. То есть это перепись достаточно сложная. Но много оказалось недочетов, особенно вот в моей области, в этнической, то есть вот это вот резкое сокращение, прямо резкое, там, у тех же карелов, видели же там слайды, ну прям совсем никого не осталось. Но не бывает же так, в конце концов. Никуда они не делись. Просто вот почему-то так вот сложилось. То есть они не переидентифицировались вот за раз все, а просто это перепись населения, которая очень большая доля не учитывающих этнические аспекты. Так, есть комментарий такой от другого нашего слушателя, что в Удмуртии во время последней переписи было невероятное количество неответов среди городского населения, гораздо больше, чем в других республиках. Не знаю, может быть, но, по-моему, везде было много неответов. Ну, вполне возможно, что да. Так, тут есть дискуссия, почему удмуртов так мало стало в городах. Один наш слушатель говорит, что потому что там себя люди склонны идентифицировать с большинством. Другой слушатель говорит, что в городах значительная часть населения была переписана из административных источников, а не путем как бы опроса именно, да, людей. Вот. Мгм. Ну, а разве не может сказаться на такое падение доли городских удмуртов то, что то, о чем вы говорите, просто ассимиляция, ну, ни для кого не секрет, возьмите удмуртскую семью городскую, да, если это не какие-то там люди, которых по пальцам можно пересчитать, которые всем известны слушателям, там средняя удмуртская городская семья, у них дети там, ну, в основном не будут говорить на удмуртском языке, но и дальше, как вы и говорили, да, если не говоришь на языке, скорее всего, для тебя и какая-то связь с этой национальностью будет уже более слабая. Вот и вот, мне кажется, это тоже может быть частью ответа. Конечно, конечно. Да, все здесь и про перепись верно сказано, и про вот то, что происходит, и про отличие городских и сельских, это все верно, да. Ждем вопрос. Я хотел вас поблагодарить, Александр Юрьевич. Спасибо. Очень много нового такого интересного материала. Во-первых, то, что вы говорите, вот и можете
неким образом, да, измерять вот эту долю ассимиляции. Это очень важно. Потом очень много интересных данных, которые там мне, например, прежде не встречались, хотя я слежу за публикациями, типа доли там людей, которые не состояли в браке, разведены, там вдовцы и так далее. Мне кажется, это тоже, если это этноспецифично, это очень интересно. Один наш слушатель пишет комментарий относительно переписи в продолжение предыдущего обсуждения. 14,5% без национальности в Удмуртии, около нуля в Чеченской республике, 1,6% в Татарстане и 17,5% в Нижегородской области. И так далее, да. Все правильно. Вот получается, что Удмуртия становится в числе таких типа этнически смешанных регионов, слэш, даже не знаю, переходящих к русским, да, к русскому такому доминированию регионов, для которых вот такая тенденция. А интересно, где-нибудь в Воронежской области, где там условно То же 90, самое будет. там то Такие же же самое цифры. будет? Там будут такие же цифры, все верно. Ноль в Чеченской, чуть-чуть в Татарстане, да, 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 все. И в центральных регионах будет то же самое, что и в Нижегородской, и в Удмуртии. Примерно то же самое будет. А в сибирских регионах, скорее всего, там в Туве также будет ноль, как в Чеченской. Да, интересно, что для нас вот переписи являются таким единственным способом вообще как-то измерить число представителей наших народов, там как-то поспекулировать о том, что происходит. При этом, ну, очевидно, что эти данные далеко не, как бы, не полностью объективны и адекватны. Других источников при этом тоже нет. И Нет, исключать того, что на следующей переписи государство вообще откажется, например, от сбора таких данных, ну, там, по каким-то причинам, тоже этого нельзя исключать. И если мы окажемся лишенными вот этого, то получится, у нас вообще не будет никаких способов составить представление о том, какая численность нашего народа, там, наших народов тех или иных. Есть же ну, страны, да, где, когда проводится перепись населения, вопрос о национальности не задается. И только есть. косвенно можно как-то установить очень приблизительно, да, численность тех или иных народов. Он по разным причинам там этот вопрос не задается. Ну, например, это там не важно для этого государства. Да. Да, во Франции, например. Мгм. Вот. Но у нас такого не будет, я думаю. Просто чеченцы и тувинцы не допустят. У нас всегда будет вопрос о национальности. Ну, мне так кажется. Вот есть комментарий, не следует делать таких простых сравнений. Посмотрите на количество неответов, которые также можно найти в переписи населения. Но это чего касается? Напишите. Мы же про неответы сейчас мы говорим про безнациональности. Количество неответов. А что оно там одинаковое для разных регионов? Там с ним какой тренд с неответами? Число неответивших означает, что в настоящее время в Москве менее чем в 2 раза меньше людей, владеющих английским языком, чем в 2010 году. Вы имеете в виду, что сейчас, то есть в Москве людей, владеющих английским языком, стало в 2 раза меньше, чем в 2010 году? Вот, говорят, да, что значит, в Москве владеет английским языком в 2 раза меньше человек, чем владели в 2010 году, согласно данных переписи. Ну, это опять же, наверное, камень в сторону переписи 2021 года. Мне почему-то кажется, вот я могу ошибаться, что вопрос о там языке, если это речь о языках народов России, он такой имеет, скажем так, политическое значение или значение какого-то, ну, идентификационное, поэтому на него отвечают со смыслом. А вопрос, как бы, каким языком вы владеете, как бы сказать, то есть, отвечая на этот вопрос, имеет смысл сказать, каким ты владеешь языком народов России, чтобы подчеркнуть там свою национальность и так далее. А вот смысла для переписи отвечать на вопрос о том, владеешь ли ты английским или немецким языком, я вот, например, вот я не вижу никакого. Может быть, и остальные респонденты также к этому относятся. Да, возможно. То есть, по крайней мере, для меня было важным это выявление ответа на вопрос о родном языке, то есть Ну какой да, да. родной. Вот. А остальные я даже не смотрел В там. 21 году, кстати же, не про родной язык спрашивали, по-моему. Там звучало так, что какими языками вы владеете, можно было до 5 указать. Нет, нет, я Нет? точно не помню, как это Я помню, звучит. что я ходил в МФЦ, указывал там типа 5 языков, и мне сказали: все, места больше нет. Там разве не было о родном именно языке? Нет, ну, По-моему, нет. Ну ну, или точно можно было указать,
с какими владеешь? Может, и про родной был язык? Должен быть. Я сейчас не могу вспомнить, но у меня, конечно, есть все эти. Мгм, мгм. Ну ладно. Просто сейчас как бы, Да, не с руки, да. Ага. м, Ладно, все. Вот мы ждем, кто-то пишет последний комментарий. Там, где сведения получены из административных источников, данные о национальности и языках отсутствуют. В Москве людей без национальности около 22,5%. может такое быть. Вполне. Мгм. Вполне. Хорошо. Ну что, коллеги, давайте тогда завершать на сегодня. Большое спасибо Александру Юрьевичу. Спасибо всем вам, дорогие слушатели, что были с нами, за ваш интерес, вопросы, комментарии, обсуждения. Мы ценим и ваши комментарии, и ваши вопросы. Это все крайне важно. Спасибо всем, кто высказывался. Будем рады видеть вас на наших следующих мероприятиях. Спасибо и до скорых встреч. До свидания. Аджислеточ, джечлуя. По-марийски забыл, как сказать. Ну, в общем, всего самого доброго. До свидания. Джечлуя. До свидания.